Тик-тик-тик-тик. Так. Сара the Gamer. Цель по количеству фолловеров. Спасибо за Достигнуто. фоллоу. Спасибо. Большое спасибо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Так. Так. Итак, в общем, давайте-ка введу в курс дела. Мы сейчас собираемся изучать довольно-таки, довольно молодой и новый игровой движок, Godot называется. Им возможно работать на C# и на его уникальном языке. И мы, пожалуй, будем... посмотрим. Сначала изучим его хорошенечко. Что он вообще из себя представляет и так далее. Глянем. Чё кого. Итак. Пожалуй, я тут отдельно скину вот так вот экран. Чтобы, наверное, вам было видно. И мне чтобы было удобно. А тут слева у меня чисто вот типа стримерская тема будет. Привет, Масфокс. Кстати, да, Godot тоже неплохой движок, его изучать можно на раз-два. Вот, и мы как раз таки этим и займемся. Привет, Масфокс. Здорово. Рад видеть. Так. Наверное, для начала сделаю вот так. То есть тестирование. И начнем Всем с самого привет. начала. Это курс по Godot для начинающих. Курс для тех, кто хочет создавать свои игры, но не знает, с чего. Ростелеком в моем поселке запретил Twitch. Реально? Что, прям недавно это случилось? Охереть. Но у меня пока все работает. Начать. В этом курсе я покажу Такое бывает, что ли? У меня невозможно зайти только в VPN. Нихера себе. Привет, Арсен. вам, как создавать вот такой вот простенький 2D платформер. Здесь мы работаем с игровым меню, добавляем кнопки, добавляем бэкграунд с эффектом параллакса, добавляем персонажа с анимациями и управлением. Гайки закручиваю. Также мобов с небольшим искусственным интеллектом, плюс предметы для собирания, немножко интерфейса и немножко тайл-мэпа. Но самое главное это то, что вы ознакомитесь с игровым движком Godot, увидите все его преимущества, возможные недостатки и решите для себя, хотите ли вы в нем дальше работать или нет. Этот курс короткий, он вам как раз для этого подойдет. И если вы захотите изучать его дальше, то после этого курса я сразу же начну работать над следующим курсом, более подробным и глубоким, с более сложными механиками и более сложной игрой в целом. Он также будет в свободном доступе, так что подписывайтесь на канал и давайте создавать игры вместе. Давайте начнем со скачивания самого движка. Перейдем на сайт godoengine.org, нажмем на ссылку Download Latest, то есть скачать последнюю версию. У меня это 4.1.1. Нажимаю, и нажав на эту ссылку, начнется скачивание. Файл весит 50 4.2.1 и выглядит он вот так. Это zip файл, в нем 2 экзешника. Я распакую только
Win64exe. Godot скачан, готов к работе. Я его запускаю. Здесь мы видим менеджер проектов. Здесь мы будем хранить все наши Ну, я это будущие уже игры. создал. Давайте нажмем New Project. Здесь Godot спрашивает, какое имя нашего проекта. Кстати, небольшой этот апдейт по созданию, ну, вообще про игру, которую мы создаем. В общем, недавно я же вот увиделся с человеком одним. Судьбоносная встреча была в баре. Причем. Короче, человек, который создает якутскую... Он создал уже эту игру. Якутскую настольную игру. Юськут называется. Ну и как-то я с ним заобщался в баре и там прочее. Я ему сказал, что я типа, ну, по сути, геймдизайнер. И мы сейчас занимаемся созданием одной нашей игры. Вообще мы стартап и только начинаем. И тому прочее. И он так заинтересовался. И я ему, ну, говорю, что игра у тебя интересная. Как ты думаешь, вот, может быть, мы могли бы твою игру сделать видеоигрой и тому прочее. Ну и, в общем, он прям сильно заинтересовался в этой теме. И что в итоге? В итоге вчера я... Ну, в общем, была организована встреча. Вчера мы увиделись, получается, я... Вот... Арчиман и Гриша. Ну и, в общем... Теперь мы занимаемся созданием настольной игры на веб-браузере и на мобильные устройства. Если получится, то это будет прямо жестко. Ну, то есть, как бы, я так подумал, на самом деле, взяться за такой вот более простой проект было бы намного разумнее, чем делать какой-то, ну, такой, ну, комплексную игру, типа как топ-даун шутерок какой-нибудь с RPG-элементами, с лутаниями и прочей херней. Сначала что-нибудь такое, а потом там уже, возможно... Ну, надо начать с чего-то реально простого. И... Godot 4, ну, в принципе, Godot, он же на фри-юзе находится, то есть в бесплатном пользовании и там прочее. Никаких обязательств у тебя нет, ты просто берешь этот движок, используешь для создания своей игры, и он как будто бы идеально подходит для, ну, всего этого. Как бы проблем никаких не ощутим потом в дальнейшем, мне кажется. Точно не знаю, какая политика у Unity, но они, по-моему, как бы то ни было, все равно стараются взять какую-то часть дохода своих продаж там и так далее. По-моему, у них как-то так все равно работает. Там что-то... Ну, не прям royalty free там все. Ну, то есть, все равно что-то платится, видимо. И директория, где мы будем их хранить. Давайте нажмем Browse. Я хочу создать в папке C папку, нажав правую кнопку мыши, либо нажав вот здесь справа сверху Create Folder. Назову папку Projects. Папки Projects. Создам еще одну папку для самой игры. Назову ее My First Game. Select Current Folder, то есть выбрать текущую папку. Как вы видите, имя подхватилось. Оно такое же, как и название моей папки. Далее рендера. Выберем Mobile, так как это наиболее универсальный рендерер. То есть он подходит и для ПК, и для мобилок. Он более-менее сбалансирован. Давайте его создадим. Все, Create and Edit. Был же жесткий момент, когда Unity у разраба брали доход за скачивание, ну там проценты. Ну да. Но они потом это говно убрали. Но как бы то ни было, сейчас все равно доверие к Unity такое пошатанное. И поэтому сейчас как бы популярность у других движков куда больше растет, конечно. На Unreal даже поглядывают, несмотря на его вот эти вот все высокие требования в качестве железа и тому прочее. Участвовал в апелляции. Это хорошо, да. Создать и редактировать.
Давайте Давно быстро упал. пробежим по Ну да, интерфейсу. да. Здесь у нас viewport, здесь сверху мы переключаем давайте между как 2D видом, 3D и скриптом. Давайте сразу перейдем в 2D. Вот 2D. Здесь у нас Мгм. система координат. То есть это зеленый Вот Godot, сразу скажу, штука такая, сука, странная. Типа, если ты смотришь на Unity и там прочее, а потом, типа, вот на это говно, ну, как-то очень странно это все выглядит. Статью прочитал, которую я тебе скинул. Ну, так мельком взглянул про 7 лет в инди разработки. Я все вот просматривал вот эту тему. Так. Ну, там, я как понял, чел делится тем, что вообще пережил... 6 лет, да. Ну, надо будет нормально посчитать. Да я все время разрываюсь в этих вот моментах. Типа вот ты мне интересные классные штуки скидываешь. Я вот хочу их посмотреть, но в то же время мне еще надо изучать какие-то движки и там прочее дерьмо. И я поэтому жестко разрываюсь вообще. Геймдев, да-да-да. СДВГ же. Расфокус. Ну да, пипец, расфокус жесткий. Поэтому думаю, надо жестко сосредоточиться на чем-то одном. Даже во время обучения какого-то, либо я жестко этого отвлекаюсь на всякое дерьмо. Привет, енот. Здорово. Здорово. Че, в курсе, да, енот? Прочитал то, что в группе было скинуто? У нас немного в плане создания игры планы изменились. это Y, и красное это у нас X. То есть здесь у него 0. Все, что левее минус X, все, что правее, это плюс. А с Y немножко сложнее. Ну, не сложнее, а просто иначе. Если в математике у нас обычно Y стремится вверх, и от нуля идет вверх с плюсом, а вниз идет с минусом, то в Godot все наоборот. От нуля вверх это минус Y, а от нуля вниз это плюс. Просто запомните, в дальнейшем это вам понадобится. Здесь у нас вкладки... Ну и какие мысли тогда у тебя, енот, что подумал? Я думаю, в любом случае что-то как-то найдем, даже вот в этой теме, какую-то позицию для тебя в плане участника в создании игры. Ну а так... Ну а так пока вот этот наш проект, конечно, мы заморозили. Пока что мы заморозили этот наш проект. Я просто уверен в том, что если мы возьмемся за эту херню, это прям, ну, будет жестко. Сделать наподобие Inscription. Ну, кстати, тоже можно было бы. Но сейчас скорее будет это вообще максимально простая штука. Типа, как знаешь, как Chess.com, скорее всего. Chess.com. Сейчас покажу-ка. Chess.com. И мобильное какое-нибудь приложение. Акация болот. Блин, короче, этот чувак, Арчиман, с которым я прям судьбоносно так неожиданно встретился и там прочее, познакомился совершенно неожиданным образом. Он, оказывается, очень даже крутой этот самый. Он когот по-якутски. Рассказчик. Писатель и сценарист, можно сказать. Ну и потом еще вот типа игру Юскут создал. И вот он, короче, вчера нам
отрывки зачитал интересные из Олонхо. Олонхо — это прям, ну, такая огромная, по сути, книга, в которой включается очень много якутских всяких разных историй, мифов, типа, и там прочее. Ну, там, типа, лор такой прям объемный. И он там рассказывал одну такую часть истории, в котором некий демон, который восседает в своем нижнем мире в ледяном дворце, очень как-то вот прямо с завистью смотрит на жизнь людей в Срединном мире. И он там увидел одну красивую девушку и захотел ее взять в жены там. И этот вот весь отрывок, казалось бы, вроде бы и короткий, но прям тянет на целую игру. Ну там очень даже прикольно все. То есть этот демон, он сам по себе, по описанию, выглядит как шестиногий, такой вот с торсом, руками, с броней ледяной, и он как бы такой весь тупо чудище, но при этом он еще умеет еще превращаться в этого дракона. Что-то у него типа такие способности есть. И он, в общем, врывается в Срединный мир, и поначалу очень даже хорошо общается с семьей этой девушки и говорит им: я пришел просить руку у вашей девушки, точнее вашей дочери. В общем, я такой-то, такой-то, я являюсь довольно-таки серьезным, крутым чуваком там в подземном мире, у меня есть свой дворец и там прочее, ваша дочь будет жить вообще все отлично, все хорошо, типа и так далее. И, собственно, это что отвечает этот, по-моему, батя этой девушки или там какой-то другой чел. Ну, в общем, суть такая, то, что там мужик говорит, ну, вообще тупо, иди нахуй, короче. Типа, пошел нахуй там, ты че, вообще охуел, ты кто такой, блин, пришел сюда, что-то вообще, ты вообще на себя смотрел, типа, ты конченая мразь, типа, и так далее. И этот чудовище, типа, вообще жестко охуевает с его таких слов. Типа, ты чё, типа... Ты же, типа, ну... ребенок Божий и тому прочее. Типа, почему ты такими хуёвыми словами, типа, бросаешься и так далее? Вот я, чудище из подземного мира, с тобой культурно стараюсь общаться. Чё ты вообще, типа, ну, начал... Нормально же общались, типа, и так далее. И тот начинает, опять же, типа... его нахер посылать, и тот, короче, у него подгорает, и тот, короче, говорит, ну раз уж так, давай, короче, я тебе сейчас ебало разобью и просто заберу, короче, твою дочь, что-то в этом роде. Да. И тот, короче, говорит, ну давай, типа, биться, короче. И они, в общем, дерутся, и тот мужик-то тоже, типа, непростой был, он, типа, батор, типа богатырь. И, в общем, дерутся, не дерутся. Но и этот чел, ну, там, типа, драка из разряда, там, ну, прям Арчиман так жестко описывал эту тему, что они там скалы чуть ли не разбивали, там вообще вот тут все, там, типа, деревья слетали от их ударов, там, прочее и так далее. Вообще жестко там, короче, все. Ну и в конечном итоге мужик начал жестко уставать, и он только лишь уворачивался от его ударов, этого демона, и начал только лишь отступать. И, ну, понимание приходило у него, что он не вывозит эту тему. Ну, что-то типа того, да, грубо говоря, так. И демон, короче, понимает, что, ну, все, ему не интересно с ним драться, он проиграл уже, и просто хватает девушку и уходит, как бы. И, в общем, все это случилось, и на верхнем мире, типа, ну там, на небесах, сидит чел, который ведет протокол всего, что происходит на Срединном мире, то есть на Земле. Он, типа, вот
все записывает, все, что происходит, и тут вот увидел то, что этот хуй с подземного мира ворвался в средний мир и похитил девушку, и там подрался с чуваком. Он берет это, вот говорит своему начальнику, а тот начальник долаживает в верхнюю, ну, верховному богу. И верховный бог такой, типа, говорит, ну, в общем, решает, типа, что делать. И говорит, кого мы должны послать, чтобы уладить этот момент. И они смотрят на камень, ну, где, ну, типа, такой большой обелиск, камень, в котором расписаны все судьбы настоящие и прошлые, и будущие, короче. И там написано, короче, типа, такая тема, то, что если случилось такое, то его должен ёбнуть только лишь один человек, ну, там, типа, конкретно под каждый случай там есть решение и там прочее. И тут, и в этом случае было написано, что должен ворваться в этот срединный мир Нюргун-Батур. И не отправляют с верхнего мира вот в средний мир Нюргун-Батура. И тот, короче, понимает, что ему надо делать. У него прям миссия, короче. Да. Что за движок? Это Годот. Ну, сейчас я расскажу эту тему. И тот, короче, среднего мира дальше идет в погоню за этим чуваком в подземный мир. И там начинает, короче, с ним драться тоже. Но из-за того, что у этого демона неимоверно крутая броня и там прочее, Нюргун-Батур в первом файте не вывозит и ныкается там где-то. И тут как бы девушка вот эта, которая была похищена, она понимает, что ей тоже надо как-то в этом деле поучаствовать, там прочее. И когда вот этот самый демон вернулся домой, в свой дворец после драки, девушка начинает обманом, типа его, ну, соблазнять и говорит, вот, ну, ты вот все сражаешься и все такое, но вот ты со мной вот ни разу так и не возлежал. Вот ты меня давно похитил, и мы как бы еще не еблись, как бы. И тот такой, типа, ну, блин, так-то да, типа, и разделся, снял броню, и в этот момент врывается Нюргун-Батур и просто ебашит ему прямо в грудину своим мечом, и все, победа. Какая-то, ну, как-то такая тема. А еще у этого демона, типа, во дворце были другие какие-то батуры, которые были в клетках, и он от них питался их жизненной силой, которые его запитывали, там что-то такое. Да, ну, еще сама история в этом тут такая, то, что на самом-то деле этот демон, который вот, ну, похитил эту девушку, там прочее, он-то на самом деле не такой уж плохой чел, он прям, ну, просто на самом деле хотел человеческой любви и так далее, он просто хотел познать, что такое, типа, ну, человеческое счастье и так далее, он просто жил в этом своем пиздецовом подземном мире, и там такого как бы нет. Все к нему относятся предвзято, потому что он чудовище и там прочее. И он когда, ну вот, увидел то, что такая-то девушка, он же поначалу нормально общался со всеми и так далее. Счастье в деньгах. Ну тут, как получается, его так вот ёбнули. Да, он просто хотел счастья, как бы. И там таких типа прикольных историй там прочее много в этом Маланхо. Так что интересно это все. И в дальнейшем, возможно, вообще вот в этом плане как-то двигаться, там прочее будет довольно-таки неплохо. Ладно, давайте продолжим. Это был такой жесткий офф-топ. Сцен. Здесь все как в обычном интернет-браузере, просто открываются новые вкладки, тем самым создавая новые сцены. Здесь справа у нас древо нодов, то есть мы создаем сцену и в нее добавляем ноды. То есть относитесь к сценам как просто каким-то хранилищем, папкам, а ноды — это все, что в этих папках будет содержаться. Дальше внизу слева у нас структура проекта. Здесь просто обычный проводник. Res — это у нас корневая папка проекта, и все, что в ней хранится, это будет все, что для нашей игры необходимо. Далее мы сюда будем создавать и сцены, и скрипты к ним, и добавим сюда графику, и все остальное. Если в вашей игре подразумевается звук, музыка, это тоже все будет храниться здесь. Дальше справа, для наглядности, давайте создадим сцену. У нас уже первая сцена готова, но она пустая. Для этого заполним ее первым нодом. Это будет обычный 2D сцена нод. Переименую его в меню.
И теперь смотрите, выделив какой-то нод, у нас справа появится инспектор. В нем мы можем видеть все параметры и характеристики этого нода. И мы можем их менять. То есть здесь Понятно. все вот эти настройки у каждого нода, они могут отличаться. К этому мы вернемся. И есть вкладка ноды. Она отвечает за сигналы. А сигналы это, можно сказать, как команды, в которые мы добавляем скрипт в виде функций. Мы к этому вернемся, когда будем создавать кнопки. Окей, по интерфейсу дальше сверху справа у нас дебаггер, то есть тестировщик. Все, что мы будем делать в игре, мы можем сразу же тестировать и проверять, работает ли, и как работает, что исправить и так далее. Этого достаточно, чтобы мы могли начать. Все, что вы делаете в движке, да и вообще в целом, желательно сначала представить в виде плана, поставить какую-то цель и уже двигаться к ней шаг за шагом. Давайте первый шаг наметим. Это у нас 2D платформер, и у этого платформера должно быть игровое меню. Это будет первая сцена, которую будет видеть игрок. Давайте ее создадим. Это будет просто сцена с двумя кнопками. Кнопкой Play и кнопкой Quit. Кнопка Play будет переносить нас непосредственно в саму игру, а кнопка Quit будет сворачивать, вернее закрывать всю игру полностью. Создадим сцену для этого меню. Мы ее уже создали, но мы ее еще не сохранили. Видите, здесь unsaved, поэтому нажимаем Ctrl-S, и Godot хочет знать, куда мы ее сохраняем. Мы ее сохраняем в папку res и под именем меню tscn. Save. Вот, видите, здесь слева она появилась. Теперь мы можем запускать наш проект. Идем в дебаггер, нажимаем play. Godot хочет знать, какую сцену мы хотим запускать первой. То есть она будет наша заглавная сцена. Мы можем выбрать текущую, так как других у нас нет. Но для примера давайте нажмем Одна кнопка, чтобы выбрать вручную. Вот мы выбираем вручную, нажимаем меню. Все, и наша первая игра запустилась. Пока что она довольно скучная. Давайте над этим поработаем. Как я и планировал, создадим кнопки. Кнопки это те же ноды. Нажимаем на меню. Ноды мы можем добавить либо нажав плюс здесь сверху, либо нажать Ctrl-A. Нажимаем плюс. Открывается список нодов, которые мы можем добавить. В основном будем пользоваться Node 2D и Control. Их очень много, и искать вручную довольно сложно. Поэтому будем пользоваться поиском. Но для этого нужно знать, что мы ищем. Ищем мы button, то есть кнопку. Button. И он отсортировал все кнопки, которые есть. Для примера будем использовать самый обычный дефолтный button. Нажимаем 2 раза. Так, вот она добавилась в нулевую координату. Давайте ее растянем, потянув за эти кругляшки. Растянем и поместим примерно где-нибудь в центре. Как вы видите, выбрав нод кнопки, у нас справа в инспекторе открылись и другие параметры, в отличие от простого нода. Это как бы отличает ноды друг от друга. Давайте его переименуем. Я назову эту кнопку Play. И в параметрах кнопки в инспекторе мы можем задать текст, который будет отображаться на самой кнопке. Здесь я тоже и другие параметры, в отличие от простого нода. Это как бы отличает ноды друг от друга. Давайте его переименуем. Я назову эту кнопку Play. И в параметрах кнопки в инспекторе мы можем задать текст, который будет отображаться на самой кнопке. Здесь я тоже напишу Play. Шрифт довольно мелкий. Давайте найдем, как это исправить. Здесь в параметрах есть вкладка Theme Overrides. Открываем, и тут у нас настройки текста. Цвет, шрифт, размер шрифта. В пикселях напишу 50. Теперь кнопка в целом готова. Давайте сразу создадим ее копию. Чтобы это сделать, можем нажать. Это гениальная идея для игры. Тут по меню уже игра. Настройка, можно сказать, пасхалки вообще сыграем. Да. Ну, даже у таких игр, да, есть право на жизнь. Это правда. Ctrl-D.
Скорее всего, мы ее назовем как quit. И тут будет quit. Либо вот здесь в иерархии нажать правую кнопку и сделать дубликат. Перетащим его ниже, зажав Shift, я делаю это ровно. Переименую эту кнопку Quit, то есть выход, и справа в инспекторе текст тоже изменю на Quit. Наши кнопки готовы. Давайте посмотрим, как они выглядят в игре. Вот они уже подсвечиваются. даже подсвечиваются, нажимать, ничего себе. но ничего не происходит, потому что мы еще не добавили скрипт. Прикольно. Давайте создадим скрипт. Скрипт можно добавить к любому ноду. В данном случае мы добавим его к нашему корневому ноду меню. Нажмем на свиток с плюсом. Так, здесь настройки скрипта. Здесь выбираем язык, выбираем сам вид нода. Здесь разные шаблоны, здесь шаблонов нет, поэтому выбираем дефолтный. Здесь у нас директория, где мы сохраним этот скрипт. Желательно сохранять там же, где и сама сцена находится. То есть меню сцена у нас корневой, поэтому и скрипт тоже туда же. Все, создаем. Create. Вот наш скрипт. На GD-скрипте, да? Так, это все пока нам не нужно, к этому мы вернемся. Пока что выделяю, нажимаю Backspace, либо Delete. В целом здесь все редактирование проходит как в обычном блокноте. Это прокачанный блокнот с подсказками. Поэтому здесь можете также все удалять, стирать, копировать, вырезать. Все точно так же, как и в блокноте. Так, это мы пока оставляем. Ctrl-S, чтобы сохранить его. Переходим обратно на 2D сцену. И нам нужен сигнал. Нам нужно, чтобы, когда мы нажимаем на кнопку Quit, кнопка Quit давала сигнал и происходил выход из игры. Выделяем нужный нам нод и идем в сигналы. Здесь для кнопок есть сигнал, который срабатывает по нажатию. Reset. Это то, что нам нужно. Двойной щелчок. Сигнал нужно обязательно крепить к скрипту. И так как у нас других нет, у нас по дефолту он выбирает скрипт для меню. И нажимаем соединить. Connect. Вот, Godot нам создал функцию, которая срабатывает по нажатию на кнопку Quit. Этот текст нужно заменить на команду, которую мы хотим совершить. Пишем нашу первую команду. Get, нижнее подчеркивание, tree, то есть древо, скобочка, точка, quit. Скобки. Сохраним. Что это значит? Get tree — это берем древо. То есть древо — это вот эта вот иерархия сцен, это есть древо, то есть корень, ветки и так далее. Мы берем всю сцену и закрываем ее. Сохраняемся, дебаггер, нажимаем quit, и игра закрывается. Первая цель достигнута. Вторая цель у нас кнопка play. Кнопка play по нажатию будет переносить нас на новую сцену. Пока что ее нет, поэтому ее нужно создать. Давайте ее создадим. Чтобы создавать новую сцену, здесь нужно создать новую вкладку. Да. Поэтому жмем плюс. Еще раз. Опять же, это будет просто сцена уровня, поэтому обычно... Это годотский язык, его собственный. Блин, как-то он называется? Типа... Короче, это... У этого движка есть собственный язык кодинга. Очень простой, как я понимаю. 2D-сцена будет достаточно. Переименую ее... Чё, погоди, что? Вкладку. Поэтому жмем плюс. Опять же, это будет... Это вот уже игра будет, да? Ладно, что-то я тут поторопился. Просто сцена уровня, поэтому обычной 2D-сцены будет достаточно. Переименую ее в level. И сохраню. Ctrl-S. Сохраню ее также в корневой папке. Жму Save. И для наглядности в ней нажму плюс, создам в ней нод, называется Label. Label — это просто текст. Растяну. И в инспекторе, в тексте укажу, допустим, Level 1. Сохраню. Вы можете нажать на паузу и попробовать сделать с кнопкой Play все то же самое, что мы делали с кнопкой Quit, только сами. Нажимаю на Play, иду в Node, сигналы, добавляю сигнал Pressed, соединяю его со скриптом меню,
Так, вот у нас появилась новая функция. Погоди. Со скрипт добавляю сигнал. Допустим, level 1. Сохраню. Вы можете нажать на паузу и попробовать сделать с кнопкой play все то же самое, что мы делали с кнопкой quit, только сами. Нажимаю на play. Иду в Node. Сигналы. Добавляю сигнал pressed. Соединяю его со скриптом меню. Так, вот у нас появилась новая функция. Да, и тут еще C# есть, если что. И здесь. Так, и теперь мы снова делаем то, что мы делали. В Node. Сигналы. Добавляю сигнал pressed. Соединяю его со скриптом меню. Так, вот у нас появилась новая функция. И здесь мы пишем get, нижнее подчеркивание, tree, точка. Пишем команду change scene to file. Как я говорил, прокачанный блокнот, здесь у нас очень много подсказок. Мы можем все сами написать первые слова, стрелочками вниз-вверх выбрать нужную нам команду и нажать кнопку Tab, чтобы он ее дописал. Нам нужна команда change scene to file, то есть заменить сцену на какой-то файл. Нажимаю Tab, и опять же автозаполнение, он нам предлагает две сцены, то есть два файла, на которые можно заменить сцену. И мы хотим перейти на... Все языки похожи, концепции почти одни и те же, ну кроме совсем экзотических. Чисто программист. Выбираем ее и жмем Enter. Все, сохраняемся. И получается, что по нажатию на кнопку Play мы берем опять всю сцену и меняем ее на файл level. Сохраняем, дебаггер, жмем Play и мы... Так, ну попробуем. Ну да, все работает. Так, да, и выключает. Чётенько. Перешли на... Тоже игры пишешь? Красава. Не один. Всем привет. Это курс по Godot для начинающих. Но это тоже опыт. Потом сделаешь что-нибудь крутое. Ставим себе новые. Мы хотим создать чисто. Фон. Фон. Просто статичный фон. Я хочу создать фон, который будет постоянно сдвигаться влево. И еще при этом я хочу, чтобы он был с эффектом параллакса. Параллакс, если вкратце, это многослойный, от 2 слоев и больше фон, где каждый слой движется с разной скоростью, при этом создавая объемный эффект. Для начала нам нужна графика, потому что у нас вообще ничего нет. Ее нужно скачать. Вы можете скачать ее где вам удобно, где вы хотите, можете нарисовать ее сами. Я же могу порекомендовать вам сайт, называется itch.io. Хороший сайт, здесь очень такая классная база. Заходим в Browse Games и переходим в ассеты. Здесь я ставлю фильтр 2D и фильтр бесплатно. И здесь выберите ассеты на свое усмотрение. Все ассеты, которыми я буду пользоваться в туториале, я на них ссылки оставлю, так что вы сможете следовать тем же путем. Я буду пользоваться в основном Allcodes. Чтобы скачать, мы переходим сюда на страницу ассета. Тут находим кнопку Download Now. Здесь нам предлагают внести какую-нибудь сумму. Если мы внести ее не можем, нажимаем No Thanks и нажимаем Download. Все, у нас zip файл скачается. Теперь его нужно добавить в саму игру. Есть разные способы это сделать. По мне самый простой. Просто уменьшаем игру. Выбираем res.
выбираем нужную нам папку, Oakwoods, и просто перетаскиваем ее сюда. Закроем. Все, у нас есть пак ассетов, довольно неплохой. Окей, подожди. Так. Обучение, готов, материал. Подожди. Это немного не то, что ли? Ну ладно, давайте напрямую сделаем, как он прям сказал, в точности. В точности повторим. Так. Ой. Чтобы уйди. И чё? Ты чё, уже почти платину набил, что ли, енот? Жесть какая-то. Так, ассеты. 2D. Бесплатно. Так, Oakwood. Вот он. Download. Нет, спасибо. Скачать. И скачиваем его в... Godot Project. Godot Assets. Окей, далее. Как он там говорил? Просто перекидываем в тупую. В Godotыч. Сюда. Подожди. Видимо, все равно надо распаковать его. Ну да. Вот. Все есть. Продолжаем, ребята. Привет, Рокс. Здорово. Привет. Здорово. До платины еще далеко, но я на истинную концовку иду. Блин. Ну, сегодня тоже поиграем. Поиграем. Добавить. Мы тут, Рокс, учимся создавать игры. Так что вливайся, познавай азы создания игр. Уже вот меню сделали, а это всего-навсего ушло минут 5-10. Вот смотри. Вот меню. Первый уровень. Оп. И quit. Выход тоже работает. Godot довольно простой, оказывается, безумно простой. Но тут, конечно, все в меню разобраться сложно. Окей, так, пошли. На чем там остановились? Бэкграунд, так как он довольно-таки сам по себе непростой, это не просто картинка будет. Поэтому мы для него создадим отдельную сцену, чтобы потом сцену с бэкграундом добавлять туда, куда мы хотим. Нажимаем плюс. И для бэкграунда я хочу создать сразу нод специальный. Называется Parallax Background. Пишу здесь Parallax Layer? Background. Background. Назову его BG. Нажму Ctrl-S и сохраню его тоже в корневой папке. BG, он работает вместе с Parallax лейерами. Давайте их добавим. Нажму Ctrl-A и добавлю Parallax Layer. Найдем Oakwoods в структуре проекта. Найдем Oakwoods с Parallax лейерами. Давайте их добавим. Нажму Ctrl-A и добавлю Parallax Layer. И найдем Oakwoods в структуре. Блять, его A это A? Сука. Ctrl-A.
Я бы думал Е или И, блин. Ты видео же можешь на OBS отдельно захватить? Я сам смотри на втором мониторе. Так это для вас же все делается, не? Ну, то есть для меня и для вас. Причем понятно все идет. Или прям мешает. И нам, и тебе удобно. Думаешь? Ну, сейчас посмотрим. Подожди. Parallax Layer. Проекта и нажмем Background. Тут мы видим 3 слоя. Ну, то есть прям пошагово же идем. Работать не трогай, да. Как я и говорил, Parallax создается несколькими слоями. 3 слоя нам идеально подходят. Так, 3 слоя. Так, вон тут бэкграунд зашел, и 3 лейера есть. Для этого нам нужно будет 3 слоя параллакса. Давайте его сдублируем. Ctrl-D, Ctrl-D. Теперь в каждый слой мы поместим по спрайту. Окей. Начну с самого нижнего. Добавлю его на сцену. Просто вот и так вот. растяну на всю площадь. Серьезно, вот. И теперь так нужно сделать этот спрайт зависимым от какого-либо слоя. Я ее поставлю в самый первый. Все, теперь видите, у него идет иерархия под Parallax Layer. И делаю все то же самое с остальными слоями. Погоди, что? Ставлю в самый первый от какого-либо слоя. Я ее поставлю в самый первый. Все, теперь видите, у него идет иерархия под Parallax Layer. И делаю все то же самое с остальными слоями. Добавляю, растягиваю с шифтом, чтобы делать это пропорционально. И закидываю его на второй слой. Теперь добавляю последний, самый верхний слой. Также растягиваю его и закидываю его в третий слой. Я хочу, чтобы наш фон постоянно двигался влево, справа налево. Для этого нам нужно, чтобы как только наш спрайт заканчивался, появлялся новый, то есть он продолжался постоянно. Но мы не можем позволить себе создать бесконечное количество копий, чтобы они следовали друг за другом. Чтобы решить эту проблему, в Godot есть такой параметр, называется mirroring, то есть отзеркаливание. Он есть как раз. Parallax в жизни суету навел. Parallax в жизни тоже есть, когда смотришь вдаль. Это для оптимизации смотрится. О, как я понял, на чем. Когда в игре движение идет, да. Симулятор фона в меню. Один слой медленно двигается, второй чуть быстрее, третий еще быстрее. Ну да. Раз вот в Parallax Layer, для чего мы его и создавали. Так. Нажимаем на Parallax Layer. Нажимаем на вкладку Motion. И нам нужно, вот здесь видите параметр Mirroring. Его можно сделать по X или по Y. Окей. Мы будем делать по X, потому что нам нужно вот вправо его отзеркалить. Для этого нам нужно указать вот здесь, где X, значение X, где наш спрайт заканчивается. Ну, ближайшее это... Ёбана в рот. Так. Так. 1175. 1175. Подожди, а почему у него 1175, а у меня 1150? То... Типа у меня ровно, а у него нет? Ну ладно. Окей, допустим. Давайте его укажем. 1175. Ну, ближайший, если смотреть, то... ну это пиздец, оказывается, близко, да. 1150, ну да.
Так, mirroring. Окей. Enter. Видите, тут у нас разрыв получился. Разрыв. Да. Нам это не надо. подходит. Конечно. Поэтому мы вот прямо вот здесь зажимаем и можем вводить вправо и А, нихуя. Так. Так, зажимаем, двигаем. Ну, получается, 1150 всего лишь. Да, вот ровненько встало прям. влево, чтобы у нас... Игру написать самое простое, но лично для меня просто подсоединяешь все спрайты, создаешь сцену. Самое трудное нарисовать текстуры и написать сценарий. Из говна и палок сделаешь. Не надо так говорить, да. Не надо оказывать на меня давление. Шаг был очень маленький, мы могли это довольно тонко настроить. Как только он соприкасается, я его отпускаю, и у нас сшился как бы, да, фон. Окей. И что самое главное... Ну, просто это дерьмо повторяем с каждым, да, получается. Так, motion 1150. 1150. Он теперь, если будет сдвигаться влево или вправо, он будет постоянно себя воспроизводить до бесконечности. И, как по мне, это супер здорово. Okay. Сделаем все то же самое для остальных слоев. Берем второй. Также я указываю 1175. Ага. Он залез на самого себя. И давайте его тоже поднастроим. Че он пиксели дрочит? Просто возьми и соедини там, ну, как бы это ровненько сделай. И последний слой. 1150. Ну да. Потяну его вправо. В фотошопе понять, как работает атласа. Так, вот он разъединился. Я его обратно соединю. А, это вот насчет текстур. Давайте добавим нашу заготовочку на сцену меню. Меню. То есть у нас так. такое меню будет с задним. Так, все. Возвращаемся в меню. А, кстати, это надо сохранить. Фоном. Для этого нам здесь в структуре нужно найти сцену BG. BG. И добавить ее сюда. Сцена просто, блин, вот так вот просто реально? добавлена. Теперь нажав на play, мы видим, что это выглядит примерно вот так. Ну, это понятно. Ну да. Выйти. Но я хочу добавить движение справа налево. Угу. Для этого перейдем в BG. Окей. И добавим ему скрипт. Прямо на BG, да? Здесь все по дефолту. Создать. И вот теперь нам понадобится... Вот, кстати, кому интересно, язык называется GD скрипт просто. GD скрипт. Окей. Функция процесс. Это функция, которая повторяется ежемоментно. Это то, что нам подходит. Давайте функцию ready мы пока удалим. Ready удаляем. И здесь зададим переменную. Переменная — это такое хранилище для какого-нибудь значения цифрового или текстового, которое мы сохраняем, чтобы в дальнейшем потом им пользоваться, его изменять, как-то манипулировать и так далее. Я хочу, чтобы фон постоянно сдвигался. Для этого нам нужно указать скорость, с которой он будет сдвигаться. Поэтому я пишу var. То есть это сокращение от слова variable, что переводится как переменная. Var. И нужно задать ему имя. Я назову эту переменную просто скорость, speed. Потом пишем равно. Эта переменная изначально будет 100. Все, теперь мы можем ею пользоваться, этой переменной. Окей. Дальше, смотрите. Чтобы в коде что-то изменить, мы должны понять, что именно изменить мы хотим. Чтобы это понять, мы вот нажимаем, допустим, на BG, да, на Node. И справа параметры. Это то, что мы можем с помощью кода изменить. Вот здесь есть вкладка Scroll.
Scroll. И тут есть параметр offset, то есть сдвиг. Как раз то, что нам нужно. Он есть по X и по Y. Окей. Нам нужен именно по X. Давайте к нему обратимся. Для этого пишем scroll. Блин, прикольный канал, да? Так просто все объясняет. Привет, Краска. Вчера On the Dark поиграл чуть-чуть, ничего так, атмосферный, чуть детский, конечно. Но графика норм. Изменить свою жизнь можно с помощью кода. Да. Нижнее подчеркивание offset. Типа ставишь условие if и else, типа if you are gay, там ставишь, короче, be straight, return straight, типа. Вот, scroll offset. И так ты никогда не станешь геем, например. Два параметра. Мы либо должны ему указать оба параметра, либо определить, какой именно мы хотим. Поэтому пишем, нам нужен только x, поэтому мы ставим точку x. И он у нас будет постоянно изменяться влево. По x влево мы знаем, что это минус. То есть мы должны постоянно отнимать от вот этого вот нулевого значения, мы должны уходить в минус. То есть поэтому мы пишем минус равно. Минус то есть равно. следующее значение, которое мы укажем, оно будет ежемоментно отниматься от текущего. И мы хотим, чтобы отнималось со скоростью, которую мы указали сверху. Теперь есть такое еще понятие, как дельта. Если вкратце, дельта нам нужна для того, чтобы на разных устройствах, допустим, бывают мощные компьютеры, бывают слабые компьютеры, и они выдают разную скорость кадров. И вот это вот значение 100, да, скорость, оно для разных мощностей компьютера будет воспроизводиться по-разному. То есть чем больше FPS, тем вот эти 100 будут ощущаться быстрее. А чем слабее компьютер и меньше FPS, тем эти же 100 уже будут выглядеть совсем по-другому. И чтобы этого избежать, мы умножаем скорость на дельту. Теперь без эта скорость, никак, ребят. она для любого устройства будет выглядеть примерно одинаково. Ну, максимально одинаково, насколько это возможно. Сильно не паримся, просто помним, что дельта нам нужна. Сохраняем и давайте протестим. Че, все? Серьезно? Ебать. Реально? Так просто? Уже меню скроллится? Пон. Сука, ну я же добавил дельту, почему? Почему? Why? Вы гляньте на это. Блин, чисто игра, которая убьет эпилептика. Все. Спидран меню. Погоди, а почему так получилось? Ну-ка еще раз. Скрипт. 100 дельта. Ну, так, все верно же. Попробуй спид уменьшить. Не, ну меня просто парит тот момент, почему у него он плавненько двигается, а у меня он быстро. Не, ну конечно я могу поставить тут, например, 10. И скорее всего будет медленно, но... Как это будет, например, выглядеть на других устройствах, вот это вот меня начинает беспокоить. Ну, у меня это будет плавно, но у остальных как будет? Вот что. Любопытно. Охереть, это еще все еще быстро. Это все еще быстро. Интересно. Давай
5. Охереть, все еще быстро. Не, ну тут явно что-то не так, ребята. Ну, видимо, 1. Вот, это уже да. Это уже да. Ну окей, ладно. И давайте протестим. Все. Наш фон движется влево. И должен двигаться так до бесконечности. Ну, я думаю, этого достаточно. Давайте сделаем его теперь поинтереснее. Добавим именно эффект параллакса. Мы уже все к этому подготовили. Все, что нам осталось сделать, это определить, какой слой будет двигаться быстрее, какой будет двигаться медленнее. Придадим немножко реализма. В реальности объекты, которые находятся дальше от нас, от наблюдателя, движутся с меньшей скоростью. То есть, если вы едете быстро на машине и смотрите в окно, все, что далеко находится, там облака, горы и так далее, движется очень медленно. А, ты так думаешь? Возможно. Тогда что, с плавающей точкой это надо будет задвигать потом? Единичку. А с плавающей точкой-то нормально будет, не? То, что поближе, Сейчас посмотрим. объекты, машины, там еще что-то на среднем расстоянии движутся немного быстрее. Все, что близко к нам расположено, там столбы, какие-то ближние деревья, это все пролетает с большой скоростью. Вот эффект параллакса делает то же самое. Чем дальше слой, вот, да, нижний слой, самый первый, он должен двигаться медленнее всех. Для этого мы заходим в параллакс layer, и в параметре у него есть такой, в инспекторе есть параметр scale. Он отвечает за масштаб вот этой скорости. То есть у нас скорость 100. Посмотрите. И от нее мы уже можем исходить. То есть от 100 нижний слой пусть двигается со скоростью 0,2. Да, здесь давайте цепь разъединим. Чтобы Y у нас не затрагивался, Y поставим 1. Второй слой, то есть вот эти фиолетовые деревья, пусть он движется со скоростью, ну скажем, 0,5 по X. И самый верхний слой, передний, вот эти деревья оранжевые, они пусть движутся с такой же скоростью, то есть со скоростью 100. Сохраним и посмотрим. Подожди. О-хо-хо-хо. Куки они в квартире. Да. Выглядит клево. Можно в Steam загружать. Да. Как вы видите, эффект параллакса работает. И выглядит это гораздо интереснее. Окей. Всем привет! Это курс по Godot для начинающих. Наша следующая цель — создать персонажа и добавить ему анимации. Давайте этим займемся. Персонаж — это тоже у нас отдельная сцена, поэтому мы нажимаем плюс. Прям и здесь выбираем Other Node. Node. Есть для персонажей нод, называется Character 2D. Character Body 2D. Так, вот он. Здесь у нас предупреждение. Для этого нода обязателен нод Collision Shape 2D. Нажимаем плюс, пишем Collision, зуме L, Shape 2D. Здесь предупреждение. Для этого нода нужно определить форму. Идем в инспектор, Shape, форма, вместо empty. Твою мать. Подожди, что? Нет.
Shape. Rectangle. нужную нам форму. Для персонажа капсула подойдет. Она создалась, она очень мелкая, давайте приблизимся к нулевой координате, то есть по центру. Это у нас готовая база для нашего персонажа. То есть вот это вот Collision Shape, это у нас зона, которая делает нашего персонажа физическим объектом. То есть он по вот этим краям будет соприкасаться с землей, с разными препятствиями, с врагами и так далее. Теперь нам нужно добавить сам спрайт. Ну, хитбокс. Для этого нажимаем на Character Body 2D, Ctrl-A и добавляем нод, называется Animated Sprite 2D. Двойной щелчок. Здесь предупреждение, нужно настроить анимацию. Идем в инспектор, открываем Animation, где Sprite Frames, вместо Empty выбираем New Sprite Frames. Теперь нажимаем на сам параметр Sprite Frames, и у нас открывается менюшка с анимациями. Здесь мы создаем анимации. Давайте, вот здесь дефолтная уже первая есть, ее переименуем, назовем Idle. Idle — это анимация бездействия. То есть, когда персонаж ничего не делает, просто стоит на месте, он тоже как бы дышит, подвигивается, да? Давайте сохраним нашего персонажа. Переименуем, назову его Player и нажму Ctrl-S. Давайте создадим для него папку Create Folder, назову ее, пусть будет тоже Player, и сохраню. Появилась папка со сценой плеера. Мы создали Animated Sprite 2D, сюда закинем спрайты. Открываем наш Asset Pack, находим Character, и мы видим, что здесь один PNG файл, в котором находятся все наши анимации, все кадры анимации. Чтобы работать с спрайтшитами, называется спрайтшит, в Godot есть кнопка, называется Add Frames from Spritesheet. Мы будем ей пользоваться. Нажимаем сюда, находим здесь этот же файл Character и выбираем его. Здесь нам нужно распределить сетку, нужно посчитать, сколько кадров по горизонтали и сколько по вертикали. Я знаю, что здесь 8 по горизонтали и 7 по вертикали. Поэтому вот здесь справа я пишу 8, ну и стрелочкой могу добавить, и 7. Теперь нужно выбрать, какие кадры нам нужны. Для этого просто зажимаем левой кнопкой мыши и ведем. Я вижу, что Idle — это вот эти первые 6 кадров. Поэтому я зажимаю и выделяю. И нажимаю добавить 6 кадров. Да ладно, так Кадры просто. добавились. Смотрите, у нас проблема. У нас пиксель-арт, но он получился какой-то размазанный. Для этого нам нужно перейти в настройки. Идем Project, сверху слева, Project Settings. Здесь находим Rendering, Textures. И здесь в первой строке вместо Linear нам нужно выбрать Nearest. То есть эта настройка, она специально создана для пиксель-арта. Теперь у нас каждый пиксель выглядит гораздо лучше. Сразу класс. давайте его подгоним под нашу коллизию. Просто перетащим его так, чтобы ноги были на уровне нижней границы коллизии. Мы делали анимацию так. Давайте вернемся. Вот у нас добавилась первая анимация Idle. Давайте сразу же создадим другие, чтобы потом просто на них ссылаться, чтобы они были готовы. Ну, кстати, вот Idle, да, что я могу здесь сказать про анимации? Здесь есть вот настройка, это looping, то есть цикличность. Если она синяя, значит она включена. То есть вот эти вот 6 кадров, они будут друг за другом постоянно повторяться. Как таланта сестра называется? 6 кадров. Для Idle это нам подходит. И здесь есть скорость анимации. Пока что будет 5. Ну, давайте посмотрим. Play нажмем. Это довольно медленно. Давайте увеличим ее до 10. Ну, так более естественно да, выглядит. нормально. Окей. А если И подожди? так как это Idle, мы хотим, чтобы по умолчанию оно при загрузке уже проигрывалось. Поэтому здесь есть кнопка, но это касается не только Idle, а в любом случае, когда вы хотите сделать анимацию в начале по дефолту, нажимаем на вот эту кнопку Autoplay on Load. Создадим другие анимации, чтобы они были просто готовы. Пойдет. Для этого нажимаем здесь вот плюс, Add Animation. Назову ее Run, бег. И опять открою Add Frames, тот же файл.
опять делаю 8 на 7. И выбираю анимацию бега. Вот этот третий ряд, это анимация бега. Добавить 8 кадров. Так, анимация бега есть. Тоже скорость сделаю 10. И цикличность тоже оставлю. Следующая анимация. Назову ее анимация, так, прыжок, jump. Так, открываю опять тот же файл. Все то же самое, 8 на 7. И выбираю прыжок. Вот он, прыжок. Add frames. И пока что достаточно. Так, прыжок. Здесь я убираю цикличность. Это нет, это бег. Подождите. Выбираем прыжок, убираю здесь цикличность. И скорость также 10. Все. Сохранимся. И теперь смотрите. Если мы добавим на наших персонажей на уровень, давайте на уровне удалим лейбл, он нам больше не нужен. И если мы перетащим сюда нашего персонажа, найдем его здесь. Папка. Подожди, я немного пропустил. На наших персонажей на уровень. И теперь смотрите. Если мы добавим на наших персонажей на уровень, давайте на уровне удалим лейбл, он нам больше не нужен. И если мы перетащим сюда нашего персонажа, найдем его здесь, папка player и наш персонаж player. Он у нас просто как статичная картинка. Чтобы мы могли им управлять, нам нужно добавить ему скрипт. Нажмем на плеера, создадим скрипт. И так как этот node character body 2D, у него в Godot есть готовый шаблон. Мы в этом уроке будем им пользоваться. Так, смотрите, здесь в настройках есть template, это шаблон. Нажмем на стрелочку и выберем character body 2D, basic movement. Так, все остальное все оставляем как есть и нажимаем create. Здесь у нас Godot создал уже дефолтный, готовый для персонажа create. Здесь у нас Godot создал уже дефолтный, готовый для персонажа код. Давайте пробежимся. Здесь у нас заданы скорость и сила прыжка. Сила прыжка минус 400, так как мы уже говорили, что Godot все, что вверх, это по Y это минус. Поэтому мы отнимаем 400, чтобы прыгнуть вверх. Дальше задается переменная для гравитации. Стандартная гравитация, сшитая в Godot, ее можно менять в настройках, но мы этого делать не будем. Так, здесь уже идет условие. Если not is on floor, то есть подразумевается наш персонаж не на поверхности, то есть в воздухе, в прыжке или в падении, значит на него действует сила гравитации. То есть на его высоту, движение по высоте, вот, ежемоментно добавляется гравитация, умноженная на дельта. То есть вот эта гравитация на него влияет, когда он в полете. Дальше идет прыжок. Когда нажат UI Accept, это по умолчанию у нас идет пробел, при этом наш персонаж находится на земле, тогда на него влияет сила прыжка, то есть минус 400. Дальше идет управление вправо-влево. Здесь создается переменная direction и идет getAxis. getAxis, он позволяет нам получать три варианта. Первый вариант это у нас минус 1 при нажатии влево, и это у нас 1, если нажать вправо. И если ничего не нажимать, то он будет равен нулю. И далее идет условие, если direction, то есть если он либо минус 1, либо 1, то velocity по x, то есть движение по x, задается direction, то есть допустим, если вправо, то 1, умноженное на скорость, то есть 300. То есть значит на игрока действует сила движения по x вправо со скоростью 300. Если же мы нажимаем влево, то происходит то же самое, то в противоположную сторону, с минусом. То есть минус 300 по x. Надеюсь, понятно. И else, то есть если direction это минус 1 и 1, то else это 0. Если direction равен нулю,
тогда velocity move toward, то есть это стремится, move toward от velocity x, то есть текущей скорости, да, к нулю с вот этой скоростью. То есть это замедление до полной остановки. И в конце мы пишем команду move and slide. Эта команда нужна для вот таких вот физических процессов. То есть если там есть velocity или что-то такое, и в конце мы не напишем move and slide, то это просто не будет работать. Поэтому запомним, что move and slide нам необходим. И в целом мы готовы с этим работать. Даже уже сейчас наш игрок может бегать влево-право и прыгать, и на него будет действовать гравитация. Давайте посмотрим, нажмем play. Play. И как мы видим, гравитация его унесла вниз. Всем привет! Это курс по Godot для начинающих. Самое время заняться нашим уровнем. Сделаем сюда background, тот же самый добавим, но у него нужно убрать постоянный сдвиг влево, чтобы он просто статично стоял. И добавим сюда tile map. Если вкратце, tile map это заготовленные уже квадратики, нарисованные так, чтобы можно было их сшивать друг с другом и тем самым рисовать уровни, то есть там препятствия, землю, стены и так далее, какие-то украшательства и все такое прочее. Так, давайте для начала добавим background. Просто перетащим сюда BG-TSCN. Так как мы воспользовались заготовкой, эта заготовка у нас уже идет с вшитым скриптом. И если мы хотим ее как-то менять, то нам нужно сделать ее отдельным объектом. То есть не связанной вот с этой заготовкой нашей. Для этого нажимаем правой кнопкой и находим тут Make Local. То есть мы ее сделали независимо ни от чего другого. Теперь все, что мы изменим, оно никак не повлияет на наш оригинал. Я хочу здесь убрать скрипт. Для этого нажимаем вот этот свиток с крестиком. Все, скрипта больше нет, и наш фон больше никуда не бежит. Первая цель достигнута. Добавим сюда tile map. Нажмем на level, плюс пишем tile map. Добавляем. И теперь здесь в инспекторе, где tile set, вместо empty выбираем new tile set. Нажимаем на tile set. И внизу появились вкладки Tile Map и Tile Set. Tile Map это здесь мы рисуем тайлы, а Tile Set мы их настраиваем. Поэтому сначала их надо настроить. Tile Set. И вот в это окошко мы должны поместить наш Tile Map. У нас в ассетах есть уже готовый Tile Map. All Quotes Tile Set. Вот так он выглядит. Мы его перетащим в это окно. Godot хочет определить все тайлы, которые чем-то заняты. То есть пустые пространства он проигнорирует. Я скажу ему да. Вот он определил все тайлы. Сделаем побольше. Переходим в Tile Map. Теперь мы просто выбираем тайлы и можем ими рисовать. То есть как кистью. Я вот, допустим, выберу 4 тайла и начну ими рисовать. Смотрите, я могу рисовать вот так, как кистью. Ctrl-V. Либо я могу нажать прямоугольник. А хули так просто? Так, и ладно. рисовать целыми областями. То есть вот так закрашивать сразу большие области. Сделаю поверхность земли. И нижнюю часть закрашу просто темным квадратом. Примерно так. И давайте еще границы справа и слева добавлю тоже. Так. Слева и вот это возьму, чтобы закрасить правую сторону. Жму Escape, сохранюсь. И давайте дебаггер зайдем. Play. И мы видим, что наш персонаж проваливается все равно. Так, да, для начала надо плеера вниз поставить, чтобы он был впереди всех. Он проваливается, потому что наш тайл не является физическим объектом. Он просто спрайт, просто картинка. Чтобы добавить ему твердости,
зайдем в Tile Set. Выберем Tile Map, зайдем в Tile Set. Так, и вот здесь, где справа Tile Set у нас в инспекторе, есть вкладка Physics Layers. Физические слои. И нажмем добавить элемент. А мне такого нету. Хотя... Добавляем. Теперь идем здесь в Paint. И всплывающее окно Property Editor. Здесь мы выбираем Physics Layer. Двойной щелчок. Теперь мы можем... Не, погоди. А что за прикол? Collision, Physics Layer. Как такового нету. Охереть. Всего лишь-то версия 4.2, а у него версия 4.1. Неужели такие существенные изменения? Так, Physics Layers. Но я думаю, это где-то должно быть все равно. Так сюда надо было нажать, господи. Вот я, конечно, глупыш. Так, Physics Layer 1, все. Определить, какие тайлы, квадратики будут твердыми физическими объектами. Здесь для примера я выберу только те, которые я использовал. Вы же, если будете делать игру, вы можете выбрать все тайлы, которые хотите сделать твердыми. Я этого делать не буду, это займет время, поэтому я выберу только вот эти тайлы, через которые я не хочу, чтобы игрок проходил. Так, сохранюсь. И нажму тест опять. Play. Странно. Play. И вот. И нажму тест опять. Play. И вот наш игрок стал соприкасаться с землей. Ну и также, я думаю, с стенами. Он упал. Так, теперь там наш стены должны игрок были, надо было нарисовать. далеко находится, он слишком мелкий. Давайте так, добавим ему камеру. Это вот наша следующая цель. Добавить камеру, сделать, чтобы она была приближена, и сделать, чтобы она ходила за игроком плавно, с небольшим отставанием. Для этого переходим в Player, добавляем нод, называется камера 2D. Камера, у нее есть параметр Zoom, приближение. Давайте сделаем пока что где-то 2 и 3. 2 и 4 пусть будет. По X и по Y. Так, дальше. Есть Position Smoothing. Это то, о чем я говорил. Это значит, что камера будет двигаться за персонажем с небольшим отставанием и догонять его со скоростью 5 пикселей в секунду. Это нормально. Также есть параметр Drag. Если мы его включим, то камера даст нам небольшое пространство, прежде чем начать следовать за нами. Она нам позволит передвигаться по сцене, не задействуя камеру. Давайте ее включим. И протестируем. Play. Как видите, мы теперь гораздо ближе к игроку. Вот мы двигаемся туда-сюда, и видите, камера, она... Так. Погоди-ка. Так, плеер, камера 2D. А что если я вот эту горизонталь драг уберу?
Меня немного парит тот момент, что я не вижу, что впереди. Я не вижу, что впереди. Magic. Да. Колтун. Блин, вот странно как-то. Так. И вот камера прям что-то не устраивает. Drag, rotation, position, smoothing, limit. Может быть, вот это понизить. Так, лимит, smooth, top right. Ну вот так как будто лучше, да. Так лучше. Но камеру надо чуть ближе. Все-таки. 3 давайте. Хотя нет, что-то многовато. Подожди. Тут 3. Тут 4. Или подожди. 2. Не. Во. Во. Оно. Так, скажем, минус 30. Тут скажем 3. Вот, чуть получше. И зырим. Вот, другое дело уже. Совсем другое. Конечно, как-то маленький, но ладно. Дальше смотрим, что там. Медленно. И догоняет нас плавно. Выглядит довольно прикольно. Но у нас проблема. Когда мы движемся по краю, камера нас догоняет. Игрок, наш персонаж, начинает как-то вибрировать. Ну, и очень неприятно искажаться. Это происходит, потому что игрок у нас обновляется со скоростью Physics Process, как я говорил, да? А камера обновляется как со скоростью процесса, просто процесса. То есть с большей скоростью, чем игрок. Поэтому игрок как бы не поспевает за обновлениями камеры. Чтобы это убрать, и заодно, кстати, я хочу добавить лимиты для камеры. Видите, вот мы видим, что находится там за краем. Я не хочу, чтобы так происходило. Давайте это тоже исправим. Для начала, чтобы задержку вот эту убрать, здесь у камеры есть Process Callback. По умолчанию он стоит Idle. Нам нужно поставить Physics. Это должно убрать искажение нашего персонажа. Теперь по лимитам. Здесь вот есть вкладка лимит. Здесь указываются координаты, за которые мы не хотим, чтобы камера выходила. То есть, если мы перейдем на level 2D виде, мы видим, что здесь у нас нулевая координата идет по X.
Ага. Здесь у нас идет 0. Снизу, ну, если брать примерно там 675. Так, ну давайте позырим конкретно. «650», наверное. А нет, 655, да. 655. Ботом 655. Это же минус. А нет, по-моему, это просто... Да. Угу. Да, вот граница идет. И справа, ну пусть будет, Кстати, да, справа. Справа... Ну, 150. Ладно. 150. давайте сейчас тайлом закрашу немножко там. Tile map. Этим тайлом. Так вот закрашу. Escape. И скажем 1250. Это будет граница. То есть слева 0, снизу 675 и слева 1250. Давайте запомним, вернемся к плеера и установим лимиты. То есть влево я не хочу, чтобы камера уходила дальше нуля по иксу. Сверху мне не важно. Справа 1250. Ага. И снизу 675. Это наши границы камеры. Дальше них она не должна заходить и показывать, что там происходит. Окей. Сохраняю. Давайте посмотрим. Так. Зырим. Фу-то я упал. Блин, там надо бы стену поставить. Так. Tile map, tile map, tile map. Давай-ка. Прошел игру. Жестко. В смысле, Dragon's Dogma уже прошел? Да ёб твою мать. Да, скину. Окей. Так. Все. Ну, кстати, да, плавненько двигается. Смотрите-ка, теперь персонаж не такой шакальный. Красота. Хорошечно, да? Хорошечно. Клим Саныч. «64 дня продлилось. Ничего себе. Нормально. Там Рокс еще что-то скинул.
Да, давненько ETF не играл. Так гораздо лучше. Мы не видим, что там дальше за границей. Как и здесь. С тайлмэпом и бэкграундом более-менее мы разобрались. Давайте займемся анимацией персонажа. Сейчас он не бегает и не прыгает. Он только находится в состоянии idle. Давайте это исправлять. Для этого зайдем в скрипт нашего игрока. Для начала давайте создадим переменные, которые нам понадобятся. Первая переменная, которая нам нужна, будет выглядеть так: var anim, то есть анимация. Не понял. А где все? Блять. И будет она равна get node и в кавычках animated sprite 2D. То есть она будет из нашей иерархии брать не все древо, как до этого мы делали, а именно конкретно нод. Конкретно нод, то есть animated sprite. Так как мы хотим работать с анимацией, и вся анимация сохранится здесь. И мы хотим держать под рукой вот этот variable anim, чтобы постоянно не вызывать ее, а чтобы он был компактно оформлен. Переменная, которая обращается к определенному ноду, если мы вне функции их указываем, их необходимо оформлять с припиской собака onReady. То есть мы делаем onReady, чтобы когда загружался эта сцена, сразу подхватывался вот этот нод. Делаем onReady var anim. Теперь давайте сразу определимся, что get node, вот это вот, да, все, скобочки и так далее, это немножко муторно. Вы можете и такой вариант увидеть, да, где-нибудь, чтобы он вас не смущал. Я показал его. Но гораздо компактнее и удобнее пользоваться просто знаком доллара и названием нода. Это можно заменить. Давайте, да, нам нужен вот этот нод. Удалим это. Мы можем просто взять отсюда из иерархии и перетащить его. Лол, да? И получается доллар и название Реально? нода. Это то же самое, что написать get node, скобка в кавычках animated sprite 2D. Все, с этим мы определились. Будем пользоваться чаще вот таким вот вариантом. Теперь мы можем к этой переменной обращаться в самой функции. Давайте сделаем так, вот, да, здесь у нас идет if direction, то мы бегаем. И когда мы бегаем, мы хотим, чтобы anim, да, вот, та самая переменная, точка play, то есть данный нод мы хотим, чтобы он проигрывал конкретную анимацию. Открываем скобку, и здесь на выбор у нас есть, мы хотим бег. Так, сохраняемся и тестируем. Не, погоди, а я могу? Вот, да? Нет, да? Он бежит, но Подожди. больше не останавливается. Так. Ошибочка, ёпта. Вот и первая критическая ошибка. Блин, почему тут два? Лол, работает. Работает. Анимация бега есть. Хорошо. Ну, кстати, он, блин, сука, очень быстро бегает.
Давайте 200 поставим. Потому что в коде всегда нужно писать начало и конец команды, если мы хотим, чтобы это когда-то прекратилось. Так как это находится в physics process, все, что мы здесь пишем, будет длиться до бесконечности, пока мы не остановим. Останавливается он у нас здесь. Так, сейчас подойду. Ой. Опа. Получается, то есть если direction никакого нет, то velocity стремится к нулю. И здесь мы анимация dot play в скобках idle. Все, теперь он будет возвращаться. Воу. Так. Anim play. Idle. Состояние idle после того, как мы остановимся. Он у нас Во. Нормально. бегает, останавливается, да? Бегает, останавливается. Но когда мы бежим назад, он бежит спиной. А мы хотим, чтобы он разворачивался в эту сторону. Давайте это сделаем. Если мы вернемся в 2D Player, да, и выберем Animated Sprite, то у нас есть
вкладка Offset, и здесь есть параметр Flip H и Flip V. То есть Flip H это отразить по горизонтали, horizontal, и Flip Vertical, то есть, соответственно, отразить по вертикали. Вот, если мы включим ее, он у нас отражается. Как раз то, что нам нужно. Нам нужно теперь добраться до вот этого вот параметра через код. Для этого возвращаемся в скрипт и создадим новое условие. Напишем, что if direction, насколько мы помним, да, direction у нас равняется либо -1, либо 0, либо 1. Мы пишем if direction равняется -1, двоеточие, да? То есть мы бежим влево, значит, то так как у нас изначально спрайт смотрит вправо, то есть когда мы бежим влево, мы хотим его отразить. Тогда мы пишем, вот, мы берем опять вот этот нот, да, вот, и пишем точка, и нам нужен параметр flip h. Пишем flip, вот он появился, flip h, нажимаем tab, и равняется он true, то есть включаем его. Теперь смотрите, ну, я думаю, это понятно. Теперь мы назад бежим, но теперь он в обратку не переворачивается. Для этого мы пишем else, двоеточие, копируем то же самое и пишем flip h. Так, теперь else. False. False, то есть выключаем. Так, что происходит теперь? Мы бежим, он поворачивается. Мы бежим, обратно он разворачивается. Но когда мы отпускаем, он снова разворачивается вперед. Это значит, что когда direction у нас 1, мы бежим туда. Когда direction -1, мы флипуем. Но когда мы останавливаемся, direction становится 0. А ты все квесты выполнял, которые там были? И он разворачивается обратно. То есть у нас else означает, что во всех остальных случаях, кроме -1, он разворачивается обратно. Чтобы это изменить, нужно добавить else if. То есть в Godot это выглядит как elif сокращение. Мы добавляем дополнительно, да, if. Else if direction равен единице. То есть мы меняем. Погоди. Elif direction. Оп. И оп. Вот так. Flip только если он у нас -1, либо если он 1. То есть, да, а мы переворачиваем обратно только если у нас direction 1. То есть когда 0, мы вообще никак не трогаем. Ни туда, ни обратно. И все выполнил. А как вообще там? Это... Типа, все-таки сайд-квесты окейные или такие, блин, все посредственные? Ну, я бы не сказал, что посредственные, по крайней мере, там, ну, первый квест, который я выполнял. Вполне себе нормальные, типа, конечно, из разряда иди, помоги, подай, принеси, но какие еще можно было придумать? По крайней мере, там... Что меня вот удивило, то, что почти у каждого квеста есть какая-то мораль. И это забавно, на самом деле. Типа, когда вот я спасал новобранца, самого первого в заставе от гарпий, тот такой сказал, ну, блин, теперь я понимаю, что в одного, вот если бы не ты, в одного бы я бы не справился, и мне всегда не будут люди помогать, поэтому, да, мне надо стать самому лучше и пойти тренироваться усерднее. Типа такой, да, типа я могу, нахуй. В другом квесте там что-то такое тоже было.
Но там из разряда что-то типа... там квест с братьями было. То, что... Что-то из разряда то, что... надо лучше следить со младшим братом или что-то. Не, там было сложнее, но, короче, там тоже какой-то такой посыл был хороший. Там, короче, младший пошел за какими-то ингредиентами, чтобы изготовить целебное снадобье, и старший остался в деревне, но долго младшего не было, и тот такой, типа, нам говорит, давай пойдем поищем его. Мы идем искать, находим, а тот, короче, с волками дерется. Ну, и кое-как спасли его, типа, и так далее. Там еще и аугр завалил, кстати. Ну, и потом тот мне такой поясняет. Говорит, ну, теперь я понимаю, что, типа, херово так, надо вместе делать все и там прочее. Что-то, короче, такое, я не знаю. Если хочешь что-то сделать хорошо, то делай это сам. Типа, о, смотрите. Все. Балдеж. И скорость такая хорошая. Кайф. Блин, полноценную игру можно сделать, по идее. Сейчас платформер ебанем. Мы проверяем, бежим вправо, бежим влево, и все у нас в порядке. Дальше нам нужен прыжок. Прыжок у нас находится вот здесь. Когда нажимается пробел, добавляется velocity y, и здесь же мы хотим видеть anim.play в скобках jump. Но если мы протестируем, у нас jump не включается. Это все потому, что у нас physics процесс, он постоянно пробегает по вот этим строкам. Вот как только мы нажимаем пробел, у нас срабатывает jump, но тут же срабатывает следующие строки, то есть идет run, и он перекрывает наш jump. И также sideload работает. Чтобы это исправить, добавим условие. Когда мы проигрываем анимацию бега или без действия, мы знаем точно, что у нас velocity по Y равняется нулю. И мы знаем точно, что когда мы прыгаем, у нас velocity либо идет в минус 400, да? Либо сразу, когда мы начинаем падать, у нас гравитация перекрывается, и velocity по Y становится наоборот плюс Y, никак не 0. Поэтому давайте сделаем, чтобы у нас анимация бега и бездействия проигрывалась только при нулевом velocity Y. Поэтому давай напишем if velocity .y равно нулю, двоеточие. Нажмем здесь Tab, то играем Run. И то же самое сделаем для idle. Нажмем Tab и сохраним. И смотрим. Во. Так, чего? Мозги уже вскипели. Короче, буду заново все облизывать. Обидно, конечно, но ладно. О, блин, работает. Богерс. Полноценное, нормальное управление героем. Вы гляньте. Охереть. Окей. Теперь мы прыгаем. Наш персонаж научился прыгать. Все, отлично. Есть проблема с анимацией падения.
у нас ее пока что просто нет. Мгм. Если мы перейдем в левел и поднимем нашего персонажа повыше и нажмем play, мы увидим, что он падает в состоянии idle. Поэтому давайте это исправим и добавим ему анимацию падения. Идем к плееру, создаем ему новую анимацию, то есть назовем ее fall, падение. Ща. Опять сюда, выберем этот файл. И давайте теперь, так, здесь опять сделаем 8 на 7. И вот здесь есть анимация падения, но она нам не подходит, потому что она не цикличная. Нам надо, чтобы он мог падать в пропасть, и при этом у него была одна и та же анимация. То есть я думаю, вот этих вот 4 кадров нам достаточно будет. Я их выделяю и добавляю 4 кадра. Все, вот у нас анимация падения. Если нажать play, она вот так будет выглядеть. Просто волосы у него развиваются. Давайте сделаем побыстрее. 10. Так, сохраняем. Так, 11, например. Во, класс. Балдеж. Теперь возвращаемся в скрипт. Мы знаем, что падение у него происходит, когда на него влияет гравитация, и его velocity y становится положительным. То есть давайте здесь укажем новые, так сделаем условия. Скажем if velocity .y больше нуля, то анимация .play в скобках fall. И сохраним. Больше нуля. Погоди, не торопись. Ага. Аниме. Anime.play. Пол. Все. Да. Так, давайте для наглядности попробуем поднять нашего челика. Вот сюда. Да. Окей. Работает. И сохраним. Давайте посмотрим. Теперь он падает как надо. Все. Сохраняемся. С анимациями для персонажа у нас все. Всем привет. Это курс по Godot для начинающих. Давайте добавим врага, то есть моба, и добавим ему поведение погони. Я хочу, чтобы он преследовал нашего персонажа, когда наш персонаж подходил бы достаточно близко. Давайте опустим графа чуть пониже. Так, для начала давайте тут с иерархией разберемся. Давайте создадим здесь обычный ноут. Ноут 2D. И закинем сюда плеера. И назовем тоже плеер. Также сразу создадим ноут. Еще один 2D. И назовем его mobs. Здесь у нас будут храниться все мобы. И создадим сцену для нашего моба. Так, опять же берем character 2D. Сюда добавляем collision, shape 2D. Для коллизии выбираем, пусть будет опять капсула. Так, переименуем в... Я хочу добавить скелета, поэтому назову это скелетон. Теперь давайте добавим спрайт скелета в наш проект.
Так, уменьшаю. Я вот скачал дополнительно для мобов Asset Pack Monster Creatures Fantasy. Monster Creature Fantasy. Deep Dark Fantasy. Так. Free Monster Creature. Скелетон спрайт пэк. Ну, неплохо. Давайте наберем монстр. Вот они. Вот они как будто бы, не знаю даже, по стилистике не подходит, что ли. По визуальной стилистике имеется в виду. Ну, да ладно. Давайте берем этих. Так. Здесь у нас есть скелетон. Так, уберу папку RES и перетяну туда папку скелетон. Так, все закроем. Увеличим. Вот она папка скелетон. Я ее тоже в Волквуд закину, чтобы все ассеты не хранились в одной папке. Дальше добавим сюда Node Animated Sprite. Animated Sprite 2D. В инспекторе вкладка Animation, Sprite Frames Empty на New Sprite Frames. Нажимаем на Sprite Frames и добавляем анимации. Создам Idle. Так, добавим Run и добавлю анимацию Death, то есть анимацию смерти. Так, давайте начнем с Idle. Найдем скелет. Idle. Так, давайте через Add Frames. Назад. Вот скелетон. Вот анимация Idle. Подожди. А почему? Так, в разных версиях разные Idle стоят. Ну, блин. Точнее, разные анимации. Кто же знал, кто же знал. Так, ну раз уж такая тема пошла, то может быть действительно это нам все не надо. Delete. И просто сюда. Позакидываю чисто скелета. Так, скелетон. Скелетон. И скелетон. Угу. Далее надо
Так, как там было? Idle. Character player. Awkward, skeleton, idle. Так, тут у нас как будто бы 1-1. Точнее, vertical 4. А, тьфу-то. 1 vertical. А, так. Блин, что так странно? Size pixel. Separation. Так, подожди. Это неправильно все. Это все неправильно. Так, может size уменьшить. Ладно, посмотрим, как он Тут у нас 1 по вертикали и по горизонтали 4. Так, выделяем. Он реально так просто сделал? 4 фрейма. Так, смотрите, он у нас большой довольно. Да. Давайте его немножко уменьшим. Я потяну за угол, зажму Alt и Shift, чтобы он центрировался. Ясно, я неправильно мыслю. Понял. Так. Где он? Ну, чуть-чуть. Скелетон. Идем в скелет. Idle. Так, давайте через Add Frames. Подожди. Не понял. Так. Animated sprite. Animation, sprites, new. Нажимаю сюда. Ну вот, появился. А чё он исчез тогда? Странно. Так, idle. Run. F. Idle добавляем. Idle. Вот и появился. Угу. Назад. Вот скелетон. Вот анимация Idle. Тут у нас 1 по вертикали и по горизонтали 4. Так, выделяем. Добавим 4 фрейма. Так, смотрите, он у нас большой довольно. Давайте его немножко уменьшим. Я потяну за угол, зажму Alt и Shift, чтобы он центрировался.
Ну, чуть-чуть больше его сделаю. Так, примерно. И подниму так, чтобы ноги находились примерно на границе его коллижена. Я думаю, так нормально. И давайте коллижен вниз переместим, чтобы можно было его легко редактировать. Чуть-чуть поуже сделаю и чуть-чуть повыше. Выше и подним, и немножко теперь опущу спрайт. Ну, да, вот так пойдет. Вернемся к анимации. Так, давайте run сделаем. Найдем здесь run. Ну, скелет не бегает, он ходит, поэтому walk. Walk. Так, здесь тоже вертикаль 1. Frames. И смерть. Так. Add frames. Смотрите, тут у нас есть death. Выглядит вот так, да? Он как бы рассыпается. Добавим. Видели? И давайте... Здесь мне еще понравилось есть кадры, когда он получает урон. И, как мне кажется, они бы классно сочетались. Ну, по крайней мере, вот эти два кадра. Я выделю вот эти два кадра и добавлю их. Ты смотри, как он это. Понял. Take a hit. Кук-кук. Тук-тук. И он просто их перетаскивает сюда. И все. Ну, мне надо их переместить. Я их перемещаю. Это будет наша анимация смерти. То есть он сначала будет подсвечиваться, а потом рассыпаться. Окей, здесь мы убираем цикличность. И скорость для всего пока ставим 10. Так, сохраняем. Так, давайте для него папку отдельно создадим. Назову ее mobs. И здесь сохраним. Так, давайте теперь его добавим на наш level. Так, берем mobs и перетаскиваем сюда. Вот наш скелет. Наш скелет готов. И поместим мы его в mobs. Сохранимся. Перейдем в скелет и создадим ему скрипт. Не будем пользоваться темплейтом. Выберем дефолтный и нажмем create. Это все удалим. И давайте из скрипта игрока, персонажа, позаимствуем гравитацию. Возьмем вот эту строку. Так, берем Gravity. Скелетон. Добавим гравитацию. И чтобы она работала, вот с Physics Process возьмем вот эти строки. Так, все. У нас есть гравитация. То есть мы ее назначили, и мы ее используем. И я хочу, чтобы скелет преследовал персонажа нашего, да, когда он приближается. Для этого создам еще один нод, добавлю. Называется Area 2D. Area 2D. 2D. И ему тоже нужна коллизия. Ctrl-A, Collision, Shape 2D. Shape 2D. И для него давайте выберем форму круга. Потянем за ремешок и увеличим ее. Это будет зона, войдя в которую игрок будет замечен скелетом, и скелет начнет на него агриться. То есть агрозона, можно сказать. Поэтому
пока на глаз ее такой сделаем, потом, если что, подкорректируем. Давайте создадим сигнал для нее. Назовем ее детектор. И так нажмем Node. У них у Area2D есть как раз подходящие нам сигналы. Допустим, есть body entered. То есть когда какой-то объект входит в зону. Понял. Двойной щелчок. И добавим ее в скрипт скелета. Вот, мы добавили. То есть получается функция, которая будет срабатывать при входе объекта в зону. И мы хотим включать погоню. Давайте создадим для этого переменную. Назовем ее var chase. Chase погоня. И по дефолту она у нас будет отключена, что он ни за кем не гонится. Здесь во всех вот этих сигналах, когда объект входит, мы обязательно хотим знать, какой именно объект вошел в зону. То есть это может быть любой объект, то есть это может быть другой моб, это может быть там дерево или еще что-то. Поэтому мы хотим быть уверены, что это именно игрок. Для этого мы пишем body, то есть объект, .name, имя объекта должно быть равно, в кавычках, player. То есть мы пишем, если объект вошедший имеет имя player, двоеточие, то мы хотим chase, нашу новую переменную, включить true. Все, то есть когда он входит, у нас срабатывает chase. Ну, пока что chase ничего не делает, но он как минимум включается. Дальше что мы делаем? Мы хотим, чтобы враг двигался влево или вправо, в зависимости от того, где находится персонаж. То есть мы хотим, чтобы он двигался, и мы хотим, чтобы он знал, где находится персонаж. Давайте это сделаем. Для начала, чтобы он двигался, ему нужна скорость. Пишем var speed равняется, пусть будет 100. И теперь в physics процессе создадим тоже ему переменную direction, то есть направление. И direction будет равен player.position минус self, то есть собственная position. Ну, это в целом вот, да? Нам нужно взять координаты нашего персонажа и координаты скелета и отнять координаты персонажа от координатов скелета. Тем самым мы узнаем, находится он справа или слева от скелета. То есть если direction получится положительным, значит игрок справа. Если отрицательным, значит слева. Но для начала, чтобы эта переменная имела место быть, ей нужно понять, где находится персонаж. Для этого мы добавляем персонажа. Чтобы его добавить, мы переходим на сцену level, где у нас тут все в иерархии, да? Здесь поэтому важно, чтобы все уже находилось в порядке, в иерархии, в которой мы будем в дальнейшем пользоваться. Мы должны создать переменную для плеера. Пишем var player равняется. Var player равняется. И перетаскиваем сюда нашего плеера. Все, теперь плеер определен. Начал играть за лучника, и батя Гаргона начали 4 хп. Это вот тот самый плеер, который здесь находится в сцене. Он его находит и определяет его позицию. Тем самым определяет, находится он слева или справа. Чтобы мы могли пользоваться тем, что получилось, да, ответом, direction, мы должны его как-то усреднить. Помещаем в скобки и пишем точка normalized в скобках. Тем самым normalized сделает нам значение меньше единицы. То есть это будет 0. Какие-то значения. И этим мы сможем пользоваться.
чтобы direction умножать на скорость и тем самым заставлять двигаться нашего моба. Если chase равняется true, равно true, то velocity по x будет равняться direction точка x, так как у direction два значения, потому что это у нас координаты. Мы берем x, y координаты, отнимаем от них x, y координаты моба. И в итоге получаем тоже два значения для x и для y. Поэтому, если y мы не пользуемся, то определяем здесь именно x. Потому что нам нужна только позиция по x. И умножаем это дело на скорость. Сохраняем. Давайте посмотрим, что получилось. Нажмем play. Ничего не работает. Это потому что мы не добавили сюда в эту функцию move and slide. А, точно. Move and slide. Как я мог забыть? Так, сейчас move and slide. Сохраняем. Play. Он сразу начал гнаться. Так. Да чё? Почему не работает? Подожди. Погоди. Я же сохранил все. Сохранил. Вроде ошибок быть не должно. Так. Invalid position. Character body to the skeleton GT. Мысли. Но видите, мы даже выходя из зоны, он все равно за нами бежит. And slide. Так, погоди. Player. Direction. Var direction. Нахереть тебе. Вот это вот я не объявил. Пипец. Так нормально несем. Блин. Специализацию, что ли, потом изменить на лучника? А оно же никак нельзя докомбинировать, по-моему. Если ты ближник, то ближник. Если дальник, то ты дальник. Нет такого, как смена оружия и перехода от оружия ближнего боя на дальнее оружие. Соответствующие сразу там новые под это вот скиллы. Дерьмо. Это плохо. Вот тут какая-то ошибка. Я вот понять не могу, в чем ошибка. Position, self-position. Все правильно. Сохраняем. Play. Он сразу начал гнаться. Так. Что-то я не понял. В чем ошибка? Маг-лучник. Специализация такая. То есть, если я дальше буду обучаться этому воину,
то я получу специализацию воин-лучник, типа, да? Боец-лучник, типа. Могу такое, типа, дерьмо получить? Или боец-маг? Наверняка же можно. А то всегда вот бойцом ходить, наверное, странно как-то. Прям челов искать надо. Понял. Так, подождите, вот это странно сейчас, то, что сейчас происходит тут. Почему меня не пашет? Игра. Индекс position неправильный. Player position и self position. Чем тебе player position не нравится? Может быть, тут надо объявить нормально его player? Вот так вот. И тут также. Player. С большой буквы, типа, знаете ли. И запускаем заново. Нет, ни хера. Поститион, блядь. Пиздец, я неправильно написал. Поститион. Ну и конч. Поститион. Пиздос. Написано поститион. Ну вот, вся игра запустилась. Так, вот я бегаю. А вот и скелет погнался за мной. Оп. Оп. Оков. Блин, скелет какой-то вообще иной, да? Спрайт вообще дерьмо. Ну, это легко исправить, по идее. Но так, чисто для обучения. Но, видите, мы даже выходя из зоны, он все равно за нами бежит. Потому что мы не сказали ему остановиться. Для этого нам нужен еще один сигнал. Идем к скелетону и добавляем сигнал детектору нашему. Есть body exited. То есть body выходит из зоны. Соединяем. Так, body exited. Connecting. Указать. Когда он выходит из зоны. Ну смотри, это просто ебашим вот это вот сюда. И тут пишем false. Ну все. Супер умен. И теперь, когда я вот... Ну-ка. Вот как оно работает. То есть это отдельно тоже надо настраивать вот это вот дело, видите? Он только вот в этом разрешении нормально играется. Но стоит растянуть ГГВП. Это, думаю, просто исправляется. Так. Не, все равно гонится, смотри. Так, значит, все не так просто. Значит, не так просто. Попробуй сам догадаться. Так, is not on floor. Так, positive chase through direction. Вот это вот. Velocity X direction. Ну тут ладно. Давайте посмотрим, что он напишет. Как останавливать челикса. Опять же определить, кто выходит из зоны. Если игрок выходит из зоны, то chase false. Ага. И тут мы укажем, что else. То есть когда chase false, velocity .x равняется нулю. Velocity.x равняется... Так он движется за нами. Нулем. Давайте посмотрим. Так он. Итак. Это не мы. Хоп. Да, остановился. Все работает. Движется за нами. Если мы убегаем достаточно далеко,
он останавливается. Давайте мы его немножко подальше отодвинем, потому что он сразу же начинает за нами бежать. Ну, ща. Да. Вообще вот эта вот зона, она как будто бы не то чтобы супер большая, но... Давайте примерно так, что ли. Как будто ничего не изменилось, но тем не менее. Так. И зону ему поменьше чуть-чуть сделаем. Этот круг, немножко его уменьшим и сохранимся. И смотрим, вот он за нами бежит и останавливается. Все работает замечательно. Всем привет! Это курс по Godot для начинающих. Теперь давайте ему подключим все анимации. Мы их уже создали. Идем в скрипт. Я чаек сейчас принесу. Вафельки принес с шоколадом. Скрипт. Скелетон. Так, переходим в 2D. Animated Sprite. Idle. И как было у персонажа, просто нажимаем Autoplay on Load. То есть Idle у нас будет по умолчанию стоять.
Лол. Да? Мгм. Дальше идем в скрипт. И так, движение у нас задается вот здесь. Когда chase true, мы движемся. Мгм. Давайте сюда добавим. Давайте сначала создадим ему onReady переменную, которую назовем тоже anim. И равняться она будет animated sprite 2D. Все, теперь ее будем вызывать. Вот здесь anim.play. Так, и Chase Velocity. Вот тут получается. Они play. Вот теперь видно. Run. Ага. В скобках run. И здесь, где он останавливается, anim.play. Мгм. В скобках idle. Прыжка у него нет, и этого должно быть достаточно. Давайте. Да, смотри. Угу. Все нормально. Надо бы еще его чуть медленнее сделать. Угу. Давайте посмотрим. Так, вот он ходит и стоит. Так, давайте посмотрим, как стоит. Вот он стоит. Теперь он не поворачивается, да, у нас? Давайте его заставим разворачиваться. Для этого у нас есть direction. Будем его использовать. Получается, если direction больше нуля, давайте сделаем меньше нуля, меньше нуля, двоеточие, то значит, что персонаж у нас находится с левой стороны, то мы должны его флипнуть, потому что скелет у нас тоже смотрит вправо. Мы берем, опять же, вот этот animated sprite, пишем точка, flip, h равняется true. И все то же самое. Flip h true. И получается, если если больше, то false. Только если if или просто else. Да, мы можем просто указать else. Да. Else, двоеточие, flip false. Давайте посмотрим. Блин. Так как это вектор, direction должен быть с иксом.
.x. А, Это понял. Ну да. Окей. Так. Угу. Да, смотрит в мою сторону. Хоп. Да, и движение как-то его стали более естественны с этой скоростью. Угу. Нормально. Вектор 2. Запустим. Так, вот он у нас разворачивается. Сохраняемся. Так, дальше сделаем ему возможность умирать. Для этого возвращаемся на 2D-сцену. Давайте сдублируем детектор. Нажмем Ctrl-D. Детектор. И спрячем пока верхний. Окей. И смотрите, чтобы этим пользоваться, дубликатом, да, нужно все с него убрать лишнее. То есть нужно отсоединить вот эти все сигналы. Делаем Disconnect, правой кнопкой Disconnect. И Collision Shape. Переходим в инспектор. Мы не можем сейчас им пользоваться, потому что если мы сейчас начнем его менять, у оригинала все то же самое начнет меняться. Поэтому мы нажимаем на всплывающее окно и выбираем Make Unique. Делать уникальным. Окей. Все, теперь мы можем спокойно его менять. Во-первых, давайте его переименуем, назовем смерть. Collision Shape поменяем на квадрат, на прямоугольник. Сделаем его поменьше с лифтом и поднимем его. Погоди, что? Collision Shape? А, вот он, Rectangle. Все, вижу. Вверх вот сюда. Я хочу сделать как Марио, чтобы, прыгая на голову врагам, их можно было уничтожать. Окей. Вот, я хочу сделать вот эту зону именно слабой точкой. А, вот почему он сделал поменьше вот эту вот сферу-то. Вот для чего. Понял. Окей. Скелета. То есть, попав в нее, игрок будет его уничтожать. Все. Теперь этому ноду Death, Area 2D, нужно добавить сигнал. Опять такой же. Body Entered. Прицепляем его к скелету. Теперь у нас тут лишнее пространство берем. Скелету. Опять определяем, что это у нас вошел игрок именно. Угу. И пишем тут Des. Да. Это будет функция. Des это функция будет. Окей, окей. Мы ее еще не создали. Давайте внизу ее создадим. Function Des. Скобки, двоеточие. Так создаются функции, которые можно потом использовать. Окей. Здесь мы напишем queue-free. Queue-free означает освободить очередь. То есть, другими словами, просто уничтожить объект. Если мы здесь спереди ничего не приписываем, значит уничтожается сам объект, то есть скелет. Я создал это как функцию, чтобы мы могли ее потом в другом месте добавлять. И это не просто будет queue-free. Я хочу, чтобы прежде чем он исчез, чтобы он проиграл анимацию смерти. Ну да. Anim play. Для этого я сюда пишу anim. .play в скобках des. Но так как это все в моменте произойдет, анимация не успеет проиграться, и он тут же исчезнет. Нам нужно, чтобы он подождал какое-то время, прежде чем исчезнуть. Время определенное. Давайте напишем await. Это ожидание. Await anim. Точка.
Animation. Вот нам предлагают Animation Finished. То есть мы Понял. ждем, пока не закончится проигрываться анимация. Сохраним. Но здесь у нас опять проблема. Он не будет умирать, потому что эта анимация будет перекрываться сразу же анимацией ходьбы или айдола. Для этого давайте создадим новую переменную и назовем ее alive. И вначале она будет true. То есть она будет отвечать за то, жив ли скелет или нет. Окей. И как только он будет умирать, alive будет становиться false. То есть он больше не будет считаться живым. Да, и все вот это вот, да, все его физические процессы будут действительны, пока он жив. Все, что вот здесь вот идет ниже, работало только если alive Так. If alive. equals true. Выделяем все и нажимаем Tab. Так, давайте посмотрим. Так, погоди. Как он сделал? Выделяем. До. Ага. Так. Прикольно, удобно. Я впервые увидел, что он так делает. Все и нажимаем Tab. Хотя он так раньше делал, по-моему, Так, но... давайте посмотрим. Так, ну-ка. Убил. Но было бы классно, если бы он отскакивал от его башки. Так. Типа. Все работает, он за нами бегает, останавливается. Если не прыгаем, он рассыпается. Балдеж. Да. Давайте еще сделаем, чтобы как в Марио, когда игрок запрыгивает на голову врага, он слегка подскакивает вверх. Да. Добавим вот здесь у нас, где он входит в верхнюю зону, укажем body, точка velocity, точка y, то есть движение по y для объекта, в данном случае плеера, равняется. будет минус равно, скажем, 200. 200. Давайте посмотрим, как это работает. Прыжок. Ну-ка. Че? Почему он стоял? Вот А у него хорошо получилось. Прыжок. Так, давайте сделаем Ну, не 300, прям чтобы идеально. повыше прыгнул. У вас там Не идеально, конечно, но... Погоди. Body velocity y 300. Ну, все правильно. немножко баг идет. Блин, может у меня зона на голове у скелета слишком большая? Так, возможно, что слишком большая. Так, 2D. Вот чисто вот так вот уменьшу. Попробуем так. Да.
Видимо, какой-то, ну, не знаю, зона слишком большая была, из-за этого он как-то баговался, что ли. Видимо, там сразу несколько этих Velocity по траектории Y происходило, и он просто, по сути, стоял на месте. Ну, баг, короче, случился из-за этого. Надо меньше делать зону, тогда работает, в принципе. Причем работает хорошо, прям идеально. Нормально же прыгнул на его голову. И отлетел. Такой типа, хоп, опа, все, четко. Очень хорошо работает. И для скелетона ускорим анимацию смерти. Берем Death. Вместо 10 сделаем 15. Почему? Так. Типа ему так Idle тоже меняется. показалось лучше Всё. будет. Death у нас ускоренный. Давайте протестим. Прыжок. И все. Ну, ладно, это вкусовщина уже чисто. Я хочу, чтобы скелет, настигая нашего персонажа, Ударял. то есть соприкасался с ним, наносил нашему персонажу урон и сам тоже рассыпался. А, Для даже этого так. нам нужно Торпеда. сдублировать наш Area 2D. Node Des. Берем Ctrl-D. Здесь Да. опять же включаем сигнал и Отключаем. делаем collision уникальным. Идем сюда. Делаем collision. Make unique. Make unique. Я его опускаю и растягиваю с альтом равномерно. То есть вот эти вот штучки, заходя в них, игрок будет получить урон. Так, пусть будет DS2. Добавим сигнал. Опять body entered. Опять скелетон. Так, давайте эту функцию поместим. Ctrl-X я вырежу. Ну, на самом деле, вот эта вот тема с ебаной хуйней из разряда, когда ты прикасаешься к врагу и получаешь урон в платформенных играх, меня это немного бесит, эта хуйня. Ну, типа, я думаю, всех игроков это бесит. То есть, ну, мне кажется, это, ну, такая игровая механика в платформенных играх, ну, немного устарела, что ли. Я бы такую хуйню добавил бы только при ударе, при анимации удара или что-то в этом роде. Ну, прикоснулся, ну и что? Типа. Если, допустим, враг там типа огненный какой-то или магмовый, там еще какой-нибудь там токсичный, то да, без проблем. Но если он просто скелет или там что-нибудь такое, типа, что, по сути, при прикасании не должно наносить вреда человеку, то, типа, ну, такое. Если такие продуманные вещи мелочевые делать, то, мне кажется, это прям вообще будет вызывать только лишь приятный опыт для игрока. И помещу сразу под вот этой. Так было логично выглядит. Так, подожди. Dev2. Потому что сюда будет ходить примерно все то же самое. Скопируем вот этот. Так. Угу. Так, что он там? Код. Так, Если входит... только выберу прыжок. Я не хочу, чтобы игрок подпрыгивал. Он определяет, что это плеер, и умирает. Но при этом я хочу, чтобы у плеера отнималось здоровье. Для этого сначала нужно это здоровье создать. Идем в скрипт плеера. Надо объявить, наверное. И создаем ему var, то есть переменную health.
здоровье. И изначально оно будет равняться 100. Теперь возвращаемся в скелет и добавляем в код, прежде чем умереть, body.health минус равно, пусть будет 40. То есть, соприкасаясь с игроком, скелет будет отнимать у него 40 от здоровья. Теперь нужно создать простейший интерфейс, чтобы мы могли за этим наблюдать. Окей. Идем в Level 2D и давайте здесь создадим интерфейс. Выберем Level, Ctrl-A. Есть ноут, называется Canvas Layer. Он как раз для этого подходит. В него добавляем Node Label, уже знакомый нам. Просто текст. Увеличиваем и чуть сдвигаем краем. Инспектор. Здесь напишем HP. Это просто, чтобы мы видели, как он будет выглядеть. И я бы увеличил его, Sim Overrides, Font Size до, скажем, 30. Теперь давайте для лейбла создадим скрипт. Выбираю лейбл, нажимаю добавить скрипт. Но так как этот скрипт простенький и такой небольшой, я его хочу встроить в сам нод. То есть если я нажму built-in script, то мы не создаем отдельный файл для него. Так, погоди-ка. Просто font size до, скажем, 30. Теперь давайте для лейбла создадим скрипт. Выбираю лейбл, нажимаю добавить скрипт. Но так как этот скрипт простенький и такой небольшой, я его хочу встроить в сам нод. То есть если я нажму built-in script, то мы не создаем отдельный файл для него. Он будет вшит в сам нод. Да, мы не сможем до него так вот добраться через файл, только через именно сам лейбл. Давайте создадим. И здесь функции process напишем текст равняется. Мы берем плеера, пишем .health, берем это в скобки. И нам нужно из цифрового значения перевести это именно в текстовое. Для этого пишем str, это значит string. Тем самым наше цифровое значение здоровья приходит в обычный текст. И чтобы не отображать просто цифры, я хочу приписку добавить в начале, что это HP. Открываем кавычки, пишем HP, двоеточие, пробел. Текст обязательно должен быть в кавычках. И чтобы после вот этого HP двоеточие пробел шла цифра нашего здоровья, нужно ее прибавить просто плюсом. Сохраняем и смотрим. Нажимаем play. Вот наше здоровье. HP 100. Ждем. Вот псина дерьма. Так, что там опять? Functions. А что не так? Меняем. Health. Так, текст. Дельта. И смотрим.
Погоди. Плеер. Такие же объявления. Что-то я не помню. Не помню. Function процесс. Блин, ему что-то прям не нравится. Опять что-то не так написал. Health. Текст равняется PHP. Плюс str. Player. Все нормально. Точка health. Нажимаем play. Вот наше здоровье. ХП 100. Ждем. Скелет врезается и отнимает у нас 60 здоровья. Не, ну ты это, конечно, хорошо сделал, но я чего-то не понимаю. Что это HP. Открываем кавычки, пишем HP, двоеточие, пробел. На него вот так вот добавим функции process, напишем текст, равняется. Мы берем плеера, пишем .health, берем это в скобки. И нам нужно из цифрового значения перевести это именно в текстовое. Для этого пишем str. Погоди, давай-ка объявление переменного здоровья. Ctrl-A, 40 от здоровья. Мы 2D, пишем level. То есть теперь будет равняться 100. Теперь возвращаемся в скелет. И добавляем в код. Прежде чем умереть. Все так. В чем проблема? Так, плеер. Боже мой. Да, надо следить за тем, как ты пишешь этот. Блин. Help. Капец, я, конечно, неправильно все писал. Все заново. Но что хорошо, то что Godot прямо вообще отказывается включаться, если что-то вот неправильно идет у тебя. Да, HP все показывает 40, 100 есть. И да, поднимается. Все отлично. Body.health минус равно, пусть будет 40. То есть, соприкасаясь с игроком, скелет будет отнимать у него 40 от здоровья. Теперь нужно создать простейший интерфейс, чтобы мы могли за этим наблюдать. Идем так, это мы сделали. Значение нужно наше здоровье у нас 60. Теперь давайте в сцену добавим еще пару-тройку скелетов. Так, скелеты. Что, просто дублируем? Просто сдублируем его. Да, просто сдублируем. Оп. 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 Ctrl-D. Перетащим. Ctrl-D. Перетащим. И Ctrl-D. Перетащим. И создадим условия для плеера, скрипт, чтобы он мог умирать. То есть if health, здоровье, меньше или равно нулю, двоеточие, то Q-free самоуничтожится. Спать. И после этого getTree .change scene to file.
То есть мы перейдем обратно в меню. Сохранимся. То есть, когда мы умираем, здоровье опускается до нуля, мы самоуничтожаемся и переносимся обратно в наше меню. Давайте протестим. Нажимаю play. Так. Ага. Оп, оп, оп. Ну да. Не, полноценная игра. Есть условия смерти, и также ты можешь их победить и так далее. Правда, если, ну, Бегу на короче, скелета. нормально. Как вы видите, скелет меня 2 раза ударил. И это тоже проблема. Я хочу, чтобы... Погоди, он 2 раза ударил. Один и тот же скелет 2 раза ударил, погоди. Ну-ка проверим. Это, видимо... Ну, вроде окей. Но вот он сейчас нам покажет, мы пускай в Steam. Он ударялся лишь 1 раз. Конечно, вы можете так оставить, чтобы он постоянно урон наносил, но... Чтобы это убрать, идем в скелета. Скелетом? И вот строка, где он отнимает у нас здоровье, Ага. сделаем ее при условии, что И... скелет жив. Ага. Угу. То есть, как только он умрет, он уже не сможет нам наносить урон. А он умирает до того, как проигрывается и начинает его анимация. Должно помочь. Давайте протестим. Бежим. Отнимает только 1 раз. Бежим 1 раз. И мы умираем. Возвращаемся в игровое меню. Нормально. Я добавлю в ожидание. Сохранимся. С врагом у нас все понятно, да? Давайте посмотрим, как это работает. Они за нами следуют, гонятся за нами, отстают от нас. Мы их можем уничтожать, и они нас могут коцать. Всем привет! Это курс по Godot для начинающих. Там, кажется, еще и торговля добавится, ребят. Добавим предметы для собирания. Балот. Этого создадим новую сцену. И создадим сразу сцену Area 2D. Так. Сразу Overnote. Area 2D. Окей. Добавим сюда Collision. Сразу Collision. И Collision выберем круг. Приблизимся. Так, давайте я назову это Gold. И золото. И сохраню. Сохраню. Так, новую папку. Создам папку Collectibles. И сохраню здесь. Теперь добавлю сюда Animated Sprite 2. Collectibles. Collectibles. И окей. И сохраню здесь. Теперь добавлю сюда Animated Sprite 2D. Animated Sprite 2D. Выбираю Animation. New Sprite Frames. И давайте, я тут подготовил. Вам я тоже оставлю его где-нибудь. Пиксельная Dragon's Dog. Да.
Подожди-ка. Обучение, Годот, материал. Монеда. Вот у нас анимация монетки. Так, добавлю ее тоже в Walk Roots. Окей. Пять. Вот. Ну, наверное, Idle. Вот она у нас монетка. Назову ее просто. А чё за поебистика, нахуй? Боже. Так я вроде добавлял. Раньше тоже так было. Странно. Блин, вот надо следить за этой херней. Я вроде как-то добавил Animated Sprites, но его не было. Что за херня? Так, Idle. Nice. Так, и типа... Вот как-то так, наверное. Idle. Сделал, чтобы она автоплеем запускалась. Автоплей. Автоплей. И добавлю спрайтшит. Вот он. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? То есть у нас по вертикали 1 и 6 по горизонтали. Собираем и добавляем. Она огромная, давайте ее сместим ее под коллизию и уменьшим с альтом и шифтом. Так, сохранюсь. Давайте я сразу добавлю. Для нее я создам еще один. Так, level. Нот обычный. Нот. Нод Назову его Collectibles. И добавлю его сюда. Так, он у нас находится в Collectibles. Gold. И как по мне... Так, Collectibles. Gold. Он довольно большой. Да? Давайте я его чуть Где он? меньше еще сделаю. Не понял. И добавлю его сюда. Так, он у нас находится в Collectibles. Gold. Вот ты его так закинул. Понял. И как по мне, он довольно большой. Да? Давайте я его чуть поменьше еще сделаю. Шифтом с альтом. Такую монетку сделаю. И зону тоже поменьше сделаю. Наверное, вот так. Так, посмотрим
на его анимацию. Давайте ее ускорим немножко до 10. Довольно корявенькая. Но я думаю, пойдет. Смотрим, Балдеж. как это выглядит. Даже 15, наверное, добавлю. Ну ладно, главное видно, что это золото. Класс. Да, можно. Так. Жесть, он маленький получился. Давай-ка чуть побольше. Вот примерно вот так вот. Вот теперь слишком большой, но вот, короче, вот примерно так. Да, еще в 2 раза. Вот так. О, по-моему, идеально. Пойдет, пойдет. Его немножко увеличить. Анимацию выключим. Добавим ему скрипт. Добавим скрипт. Не встроено. Уберем эти строки. Добавим сигнал. Погоди, что? Не встроено. Уберем эти строки. Добавим сигнал. Он бы сам будет давать сигнал. Сигнал body entered. Да. Body entered. Стоп. Вот это. Господи. Так. Body entered. Connect. И когда body entered, определяем, что это player 5. Body.name равняется player. То есть если, то двоеточие queue-free для начала. То есть мы самоуничтожаемся. Но равно player. Теперь, чтобы было интересней, монетка не просто исчезала, добавим анимацию. Да. Для начала давайте создадим у плеера variable gold. Будет равняться нулю изначально. На левеле, где у нас label. Долг. Я вместо gold написал долг. Да, добавим новый label до начала. Label 2D. Так, canvas. Label. Давайте под хпшкой поместим. Да, на самом деле, а чё этого-то? Можно же вот так просто тупо удалить это дерьмо. Это сдублировать, опустить ниже. Назвать ее, точнее... как это было? Gold. Типа. Увеличим. Sim override. Font size 30 тоже сделаем. Но они вроде как отдельно работают друг от друга. Здесь напишу gold.
было видно. Мгм. И теперь в лейбл 2 тоже добавлю скрипт, тоже встроенный. Так, лейбл 2, скрипт. Ну тут проблема, наверное, в том, что типа у него встроенный скрипт имеется у лейбла 2. Но я его просто удаляю. И все, пиздец. Новый создаю. И Легко. скопирую все, что у нас в первом было. Что? Так, это сюда. Вставляем сюда. И здесь пишем вместо hp gold, двоеточие. И здесь вместо health тоже пишем gold. Получается, берем от плеера переменную gold. Сохраняем. И теперь, где у нас скрипт самого голда, напишем, прежде чем умереть, body.gold Будет точка. плюс равно Плюс 1. То есть добавить 1. Все? Это ука. Рукатя. Окей. Папа, Я да не. Сейчас подойду. Давайте прочекаем. Погодишься. В чем ошибка?
Так, Так. Ну... Ну конечно. Я этого не заметил. Чего, блин? Файл в юзе. Понял. Так. Let's go. Ля, какая монетка, вы гляньте. Красивая. Голда у меня 0. Оп, подобрал 1 голда. Все. Балдеж. Получил урон. Убил. Да. собираем. Золото прибавилось. Так, теперь немножко заанимируем. Есть в году такой инструмент, называется Twin. С помощью него мы можем добавлять тоже анимации. Для этого зададим переменную Twin. Twin. Давайте создадим ее прямо в функции. Twin. Twin равно get tree точка create twin. Создать twin. Теперь берем twin точка twin property. Так, и здесь мы должны определить 4 параметра. 4. Для начала выбрать объект, который будет изменяться, потом параметр, который будет изменяться, потом финальное значение, к которому мы хотим прийти. Дальше длительность, за какой срок это должно произойти. Давайте напишем объект, это у нас self, запятая, property, это у нас position, в кавычках пишем position, запятая, финальное значение у нас будет. А чё мне таким подсказывать нету, как у него? Это вообще хорошо у него все показывает, охереть. Блин. 0,25. Запятая. То есть 0 по x, и да, мы хотим изменить позицию, чтобы она в итоге была 0 по x и 25 по y. По y ее позиция изменилась на 25. За какой срок? За срок в 0,3 секунды. Если я написал var. Создали переменную для twin. Давайте посмотрим, как это работает. Так. Да. У нас это произошло мгновенно и сразу же исчезло. Поэтому здесь нам нужно указать twin callback и указать тут queue-free. Без скобок. Просто queue-free. Да, и этот queue-free мы можем удалить. Мы ждем, когда закончится twin, и после этого уничтожаемся. Давайте посмотрим. Он типа улетает просто типа вверх. Понял. Понял. А можно же сделать по-нормальному, то есть...
Погоди-ка еще раз. 5. И будет вектор должно произойти. Давайте напишем объект, это у нас self, запятая. Property, это у нас position. Кавычки пишем position, запятая. Финальное значение у нас будет вектор 2, 0, property. Для начала выбрать объект, который будет изменяться, потом параметр, который будет изменяться, потом финальное значение. Так, финальное значение. Вот вектор, да? Финальное значение. А тут нельзя сделать как player, типа, чтобы он отлетал к игроку. К которому мы хотим прийти. Дальше длительность. Так, подожди. Где тут вот... где тут было? Так. Self position, player position. Вот, player position. Ну-ка. Блять, что? Не объявлено в этой... А я тут могу уже объявить плеера вообще? Нет, да? Ну как? Блин. Подожди-ка. За какой срок это должно произойти? Давайте напишем объект, это у нас self, запятая. Property, это у нас position. В кавычках пишем position, запятая. Финальное значение у нас будет вектор 2, 0, 25. Запятая. То есть 0 по x, и да, мы хотим изменить позицию. Не, ну это понятно, что он делает, но... Блин. Вот тут position, он говорит. Может быть... Ну, position. Так, direction, valve, normalized. Да. А что если я вот ёбну вот эту тему вот так просто? Только наоборот. Хорус Луперкаль. Привет, Машу. Блин, ну... Вектор 0,25. 20. Типа 25. То давай 50 ёбнем.
Ладно, пускай так. Посмотрим. Не. 2,75. Нормально. Игру потихоньку делаем. Чтобы она в итоге была 0 по X и 25 по Y. По Y ее позиция изменилась. Так. А кто нарисовал? А, это спрайты. Точнее, ассеты. Это ассет. Да. У нас это произошло мгновенно и сразу. И после этого уничтожаемся. Давайте добавим еще один twin. Скопируем эту строку. Еще один твин. И сделаем twin 1. Скопируем эту строку. И назовем его twin 1. И в этой строке изменим прозрачность нашей монеты. То есть здесь, если у нас увидите по инспекторе, во вкладке Visibility, видимость, есть параметр Modulate. Он отвечает за прозрачность, это альфа. Вот здесь Modulate, у него есть RGBA. Нам нужен именно A. В этом скрипте, здесь, где у нас Position, мы выбираем Modulate. Двоеточие A. Так, вот эту параметр мы заменяем на 0. То есть мы хотим Modulate A приравнять к нулю за этот же период. Сохраняемся и проверяем. Хоп. Анимация стала более приятной. Так, ну-ка. Ничего не изменилось. Хоп. Ничего себе. Modulate 25. Видимо, это из-за того, что я тут нахимичил с этой темой. Давай 25 попробуем. Modulate Так, попробуем. Так, опять я неправильно что-то написал, видимо. Модулате. Вот этого нету. Во! Анимация волос тоже отдельно все нарисовано. Да, это все не отдельно, а full sprite. Это вот так вот выглядит. Вот. Когда он просто стоит, когда вот он прыгает, когда бежит и когда вот падает. Да, вот это вот все вот full этим. Это сложно. Ну, по идее, по отдельности было бы сложнее, как по мне. Это представь тебе вот на каждый элемент, вот надо было бы вот на торс и там прочую хуету, все это вот вставлять отдельные анимации, отдельные спрайты, движения и там прочее. Ну, возможно, в 3D оно легче, не знаю даже. Ну, просто, да, рисовать тоже как бы заебно. Рисовать тоже так себе. И проверяем. Хоп. Анимация стала более приятной. Я хочу создать здесь в Collectibles
Gold это collectibles. В collectibles я хочу создать таймер. Так, давайте монетку отсюда удалим пока. И таймер collectibles я создам скрипт. Таймер. Так, что я хочу сделать? Давайте вкратце, да? Я хочу, чтобы с промежутком, допустим, там 3 секунды у меня на... Ну, да. Ну, короче, сейчас тут у нас планы изменились по созданию игры. Мы конкретно будем делать уже другую игру. Настольная игра это будет. И сделать его на Годоте будет как будто бы хорошо, и как бы обязанностей никаких нет. Потому что Годот движок на фриюзе находится, а на Unity делать там уже какие-то обязанности перед создателями Unity как будто бы стоит. То, что им надо платить какую-то энную сумму и там прочее. Мы хотим этого избежать, и поэтому делаем на Годоте. И на Годоте будем делать настольную игру якутскую. Там $100 вроде про версии. Ну вот. А тут как бы все бесплатно. Все бесплатно на Годоте. И тут у нас вот, короче, будем делать игру для браузера плюс мобильных игр. Ну, для мобилки. Это будет игра якутская, настольная, по типу шашек, но сложнее. Там уже как бы люди, как бы есть человек, который создал конкретно эту игру настольную. Я с ним вообще чисто случайно увиделся в баре, случайным образом. Очень прикольный человек. Арчиман его зовут. И вот будем делать его вот эту вот игру, но в этом цифровой среде, как бы. Проект перспективный, может принести доход, поэтому как бы вот поменяли планы. Думаю, вот за счет того, что мы здесь сделаем все по красоте и тому прочее, мы сможем потом в дальнейшем из всего этого как бы сделать ту нашу игру, которую мы хотели изначально. Ну, как бы просто сейчас заморозим наш проект изначальный и возьмемся за этот. И там уже будем делать, когда все будет окей, наш тот проект изначальный. Как-то так. В определенных координатах генерировались монетки сами по себе по истечении таймера. Для этого нам нужен таймер. Давайте создадим скрипт. И здесь добавим сюда сигнал таймера. Тайм-аут. Он нужен сигнал. То есть он срабатывает, эта функция, когда истекает таймер. Добавляем его в collectibles. Это все мы удаляем. Смотрим только таймер. Таймер в инспекторе нам нужно включить автостарт и определить время. Пусть будет 3 секунды. Каждые 3 секунды будет происходить вот эта команда. Сначала нам нужно создать переменную для нашей монетки. Назовем ее gold. Будет она равняться preload. Должна быть сама эта монетка. Мы ее тянем вот сюда. Из нашей структуры проекта. То есть он ее подгружает. Теперь в таймере каждые 3 секунды мы должны ее создать. Берем еще одну переменную, назовем ее gold temp, то есть временная, и равняться она будет gold.instantiate. То есть эта команда, эта переменная, она как бы создает копию
один экземпляр получается, да? Инстанс, то есть копию создает. Чтобы ее создать, нужна команда. Пишем add, добавить child, и в скобках пишем gold temp. То есть тем самым мы ее добавляем в нашу сцену по таймеру. Но мы ее не увидим, потому что она будет добавляться в нулевые координаты. Для того, чтобы это изменить, нам нужно указать ее позицию. Пишем gold temp. Position равняется вектор 2 и указываем координаты, где мы хотим ее воспроизводить. Давайте посмотрим на левеле в 2D виде. Пусть они появляются, допустим, вот отсюда где-нибудь x50 до x300, допустим, да? Ну или 500, пусть будет 500. И по y они должны появляться на где-то 570. Так, запомнили? Так, x100 по 750, наверное. Пишем. Так, 70 это у нас y. Это y, да? Так, 590, скажем. 590. А для x нам нужно наоборот создать рандомайзер, то есть который будет случайным образом выбирать число от 50. Думаю, будет гораздо прибыльнее какая-нибудь пронвиз. 10 до 500. Для этого создадим рандомайзер RNG, Random Number Generator. Так, он будет равен у нас Random Number Generator. Точка. Теперь создадим var rand int равняться randy, нижнее подчеркивание, range. Randy вот в подсказке мы видим, что это integer, то есть число от определенного до определенного. То, что нам надо. Мы пишем здесь 50, запятая 500. Понял. Так, еще раз. От 150 давайте. От 150 до 1000. Так, 150. 1000. То есть он каждые 3 секунды будет нам создавать случайное число от 50 до 500. Мы вот этот rand int ставим сюда вместо x. То есть x у нас будет плавающий. Каждый раз разный. Сохраним. И давайте посмотрим. Так, ну да. Давайте этот култ удалим. Что поделать? О. Ну, просто монетки собираем, ходим. Оп, оп. Оп. Оп, оп. Оп.
Прикольно. Прикольно. Окей. Что у нас получилось? Ой. Ждем 3 секунды. Вот у нас появилась монетка. Y можно немножко повыше сделать, я думаю. И вот наши монетки мы теперь можем собирать. Убивать скелетиков, собирать монетки. Такие дела. И золото у нас тоже увеличивается. Давайте, чтобы все было идеально. Сделаем 560 по Y. Да, думаю, это будет достаточно. Ой, ну, довольно высоко. Ну, нормально. Так. На этом курс окончен. Я надеюсь, что вам было интересно, вы что-то новое для себя узнали. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете спокойно их задавать в комментариях. Я постараюсь ответить на все, что смогу. Либо, если у вас есть какие-то пожелания или еще что-то, пожалуйста, подпишитесь. Нормально. Это был, получается, первый курс такой простой. Потом дальше идет survival. И там еще что-то, короче. А там много всего. Охуеть. Деньги на лук слил. Ну давайте играть, ребят. Давайте аутировать жестко. Это было замечательно. По кайфу, по кайфу. Мы стали чуть умнее. Да. Ну, давайте начнем с этого. Вот с этой ублюдской игры. Параллакс. Ну вот это да, было, это очень прям хорошо было. Вот для меня, по крайней мере, для моего нынешнего проекта тут очень важно было получить, знаете что? Как создать меню, параллакс и UI в самой игре. Вот это вот прикольно. Вот это вот нужно. Это было хорошо. Это было окей. Так. Ла Калут. Ну, снова здорово, как говорит. Снова здорово. Ой, бля. Я пошел. Ой, бля. Да. Да, ребят. Да. Есть у меня должок по этой игре. Надо бы его пройти. А потом и спокойно заняться приключениями. Так, кстати. Включу-ка я запись. Лазанья. Напишу.
Лазанья. Я пока бегал, уже 3 человека использовались моим Клим Санычем. Ничего себе. Популярный. На самом деле звучит так, как будто ты сутенер Клим Саныча. Это жестко. Блин. Господи, вот нахуя вот делать вот такие вот места, конечно, вот. Чтобы что. Просто. Очень неприятное место. Ну, он крутой, но... Господи, боже мой. А, он еще и паладин. Лечит, ничего себе. Блин, такое ощущение, что вот то, что правее моей руки. Моей правой руки. Я вот просто вот так все сшибу просто нахрен и все упадет. Вот каким надо быть конченым мразью, чтобы делать вот такую хуйню, ну серьезно. Ты так не махай рукой. Осуждаем. Так я просто махнул без всякого контекста. Вы, главное, этому особого значения не придавайте, и все будет хорошо. Я же не придаю этому значения. Да-да-да. Блять, как я заебался. Ну, типа, я уже устал. Ну, это, типа... Ладно, если бы уровень, как левел дизайн был какой-то, ну, адекватный. Но вот это вот херня. Ну, это что такое вообще? Модером Твича расскажешь. Господи, какая хуета, ей-богу. Не, давайте я посмотрю, как проходит этот уровень вообще. Просто хочу пройти эту игру уже и, так сказать, гештальт пройти. Закрыть, точнее. Закрыть гештальт. Там, как там, спидран. Спидран. Difficult game about climbing. Вот как отталкивается. Он одной рукой это делает. Там что? Он такой типа цепляется где-то вот за сюда. И вот так вот летит туда. Ну, как он это делает? Непонятно. Вот как-то так. Вот так.
Что за управление? Да я же жму, типа, лезть наверх. О. А. Понятно. Самое ебанское в этих камнях в том, что он соскальзывает с них. Соскальзывает просто. О, почти. Все, почти. Все, прошел игру. Так. Ну ты лохич. Это Гудзон енот, если что. Капец Гудзон токсичный, конечно. Как таким можно быть? Нет, что порадоваться за человека, он такой его лохичем назвал. Ужас какой. А чё в смысле? Чему тут радоваться? В смысле, ну енот прошел игру. Блин. Я тебе говорю, алло. А я перенаправил твои эти токсичные флюиды еноту. Теперь извиняйся перед енотом, все. Ничего не знаю. Алло. Да-да, алло, чё? Кто-то. Перезвони, я занят. Потом. Такое ощущение, что что-то нахера не так. То есть это так работает. Надо просто резко двинуть и похуй. Он даже сам отлетит от камня. Ой, ебаная игра, ей-богу, ну придумают же козлы всякие. Ладно был мужик в котле, он еще нормальный, типа реально. Но вот эта херня с лазанием, это, конечно, просто жизнь какая-то. Вообще неприятно. Соскальзываешь, как похуевому вообще. А там просто кувалда и крутишь ей и нормально. А тут соскальзываешь, как хуебец какой-то. Тяжело. Тяжело. Плейбой, филантроп, и все это не про меня. Да ёпта. Я чё, головой об камень ударился?
Сосед сверлил субботу. Вообще найс. Отлично. Классный мужик, походу. Засунуть бы ему сверло в одно место, да? И доставить ему удовольствие. В знак благодарности. Может быть. Такие планы. Интересные. Да. Так, ну давайте посмотрим другой этот. Другие приколы. Ну как он это делает, посмотрите. Как этот гандон делает. Хватается вот до сюда, вот до сюда. И такой, оп. Бля, а чё так просто для него? Чё так просто? Не, еще раз, я не понял. Уно моменту. Ладно. Блядь. Чё он так криво двигается? Да хватайся, ей-богу, нормально, ну что ты такой-то? Пиздец. Упс, забыл выключить игру. Как это? Вот то, что у меня вот типа всплывает оверлеем, типа то, что типа мне доступны по игры. Эти взмахи руками. Да, эти взмахи руками. Я не понимаю немного, как работает эта тема. Вообще не понимаю. Вот как бы есть тут еще дополнительная кнопка как W. И он как бы вроде бы должен помогать мне, но попробую сейчас. Вот, кстати, я музыку забыл включить. А то все время слышать вот эту поебень из плюханий в воду этого чувака. Это, конечно, сложно. Вот так вот хотя бы. Вот так вот. Уже хоть что-то.
Тяжело. Да, гоняем лысо под заборную музыку. Окно открой. Открой-ка я форточку. Душно становится. Из-за этой игры. Пускай весна войдет нам Бахмут. О, е... Дрить. Весь прогресс. Это после обучающего блока. Итак, дети, урок окончен, и пора гонять лысого нахуй. Резко. Просто. Ну. А потом тут еще. Нихера себе широкий динозавр. Динозавр. А, бляха-муха. Да ёб твою мать. Отпусти и забудь эту скалу, гандон. Всем ТВ, да. Ставь всем ТВ расширение в кино. И будет у тебя смайлик.
Ох. Да, пипец, это плохо. Ловушка Джакира получается. Бля! Crystal Bushcraft. Hello, bro. Hello, bro. Oh, nice. Да ёб твою мать. Can you follow me on YouTube? And... No, I can't. I don't know how to use mouse. You know? I'm a specimen. I can't use my mouse. Of course I can. No, I can't. Как так-то, блин? Goodbye, bro. Goodbye. You can see it. How many followers I have. 5 million. 5 mothers. 5M, it's 5 mothers in my follower count. Yes. Bro, look only my channel. I don't want to waste my time on ad guys, you know. It's so sorry. It's so sorry, really. It's cursed, man. Come on. Yeah, congrats you, congrats. It's really cool, yeah. Еще один с палаты сбежал, да, еще жить. How many? Oh my god! Да, блин. О, найс. Отлично. Да блин, рука кривая.
Оп, yes. За компом. Да. А, господи. Безумно можно быть первым. Блять. Деньги, деньги давай. О, это клиника. Да, кто звонит, кто звонит? Че молчить? Отвечайте. Блин, я головой стукнулся. Это я не вам. Блин. Играл. Широченные борицы пошли. Ой, блин. Блин, классно смотрит. Во. Вот так лучше.
Знаете, что еще сделал? Смотрим друг другу в глаза. Да, господи. Боже мой. Да. Боже мой, как я заебался уже. Ладно бы джамп-килл просто был бы. Там хотя бы правила четкие. А тут, блин, хуй пойми, блин, вообще. Зато представьте потом, как будет чилим. Удобно. Это будет своего рода награда.
Я слежу за вами, но. За вами тремя. Остальные охуели и ушли, походу. Что-то пиздец происходит. Мне и так тяжко на него смотреть, так он еще и на меня смотрит. Пиздец, ну его нахуй. Пойду-ка я отсюда. Это слишком для меня. Да ёбана. Можно еще лучше. Бля, правда начал лагать. А, функция следит, да, есть, кстати. О, все, заебись. Блять. А, yes! Блять.
Привет, Клод. Здорово. Я здесь единственный скуп. Кто с тобой поздоровался? Оп. Блять. Пиздец. О, привет, Скар. Вот так лучше. Сейчас грибану. Мы лезем наверх. Я уже плевану. Пацан сбежал и стримит. Мы уже позанимались на Годоке, и сейчас вот занимаемся этой хуйней. Идем деградируем максимально. Бляха-муха.
Да. Я устал. Дос, я устал. Ладно, давайте передохнем. О, бля, я аж сам заебался, если честно. Как же это тяжело. 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 Хуёвая игра. Максимально хуёвая. Блять. Полная хуйня. Пойдем играть в Dragon's Dogma. Поговорите с Григором. Старший страж границы ожидает вас у входа в деревню. Поговорите с ним. Да ты шо? Лол? Кто это бегает? This might be worth a read. It couldn't hurt to take a peek. Приветствую, не уделишь ли мне минутку? А, окей. Как видишь, у нас тут стройка идет вовсю, и пара лишних рук будет как нельзя кстати. Что скажешь? Не желаешь помочь? Окей. В смысле, я типа буду сейчас на стройке работать? А он будет моим прорабом? А я буду его джумшуром? Великолепно, у тебя славная душа, я этого не забуду. Вот что я хочу тебе поручить. Стайка ящеров обустроила гнездо на окраине деревни. Пока что бед они не доставляют, однако жители деревни такое соседство не по нраву. Ну. Хотелось бы заручиться твоей помощью, чтобы прогнать их. На входе в деревню я остану несколько взрывающихся бочек. Используй их, чтобы распугать ящеров. Так, вот эти вот... чат, наверное, куда-то вот сюда поставить. Входа в деревню. В смысле? Вон они. Все вижу. Так, а что так потихоньку подлагивает? Подлагивает. Миссию выполнить.
Едрить. It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Это было жестко. Бедняги. Спали себе, спали, и вдруг лопок. Что ж, а так вот, кое-какие чудища наконец-то сподобились дать дёру. Да не умерли, блин. Когда закончим начатое, забросив в гнезда кувшин с ядом. Ежели нам повезет, ящеры сообразят, что выбрали для себя опасное место и будут держаться от деревни подальше. Так, малюк, гляди, не оброни его в реку, и из нее каждый день вся деревня берет воду. Постарайся прицелиться точно, это ясно? Отлично. Кувшин с ядом ты увидишь сразу за колесицей деревни. Забрось хоть один в гнездо ящеров, и почитай, твоя работа выполнена. Почитай, почитай. Вручную убивал. Это жестко. А, ты вернулся. И крайне вовремя. У меня к тебе несколько вопросов. И первый и самый главный. Ты отправишься со мной в столицу? Благодарю тебя. Готов справляться, если тебе потребуется время на подготовку. Мне нужно время. Хорошо, отыщи мне, когда закончишь приготовление. Я занят, я работаю, блин. Да, время пролетело, конечно, быстро. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. Well done, master. My heart is light as a feather after that exchange. Ленард с вестями. А, Ленард. Вижу, у тебя получилось сделать все аккурат, как я просил. 1000 благодарностей за твои труды. Надо сказать, рука твоя твердая и точна. Даже я не управился бы лучше. Смотрю на тебя и думаю, не желаешь ли ты обучиться кое-каким навыкам, которыми я владею? Впрочем, пока еще рановато об этом говорить. В любом случае, благодаря твоим сегодняшним трудам, наше строительство теперь пойдет куда быстрее, за что тебе 1000 благодарностей. И 1250 золотых. Нормально. Так, задание. По следам дракона. Пробить столицу, докажите, что именно у вас. Окей. Так, давайте позырим еще, какие квесты тут есть. Какие еще квесты тут есть. Заценим, заценим. Пройдемся чисто по деревне вокруг того. А, ну и FPS, кстати. Блин, что-то FPS, конечно, в этой игре прям дико падает. Давай попробуем понизить его хотя бы до 60. Может быть, станет лучше. Ну, не сказать, что лучше, но как будто бы чуть стабильнее. Так, частота кадров переменная, максимальный FPS. Так вот, вертикальная синхронизация. Чего? Почему память видеокарт так мало? Не понял. Не понял. А что за гонево? А, теперь нормально. Странно. Master. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Надо собраться, впереди много дел. How are things? Как идут дела? Ну уж точно лучше, чем у вас, ребят. Тут, конечно, страшно жить. Как они тут... О, дверь откроется.
А, тут любая дверь открывается. Я что, вообще в любой дом могу зайти? Вау. Вау. Да. А, бабки золото. Я в огромном долгу перед тобой. А, это чел с братом который. Good day, sir. Киро. Найтли? There's a ladder here. О, After you, Arisen. в натуре лестницу. Травушки. Так. А что все-таки означают вот эти вот восклицательные знаки вообще? What the fuck is this? Не стоит блуждать в темноте, обзаведись одним из наших замечательных фонарей. Да только помни, чем дальше отдалишься от дома в ночи, тем больше привлечешь внимание чудищ, которые слетятся на свет, словно мотыльки. А, и восклицательный знак пропал. Ясно. Это типа какая-то хрень из разряда обрати внимание, типа, видимо. А не что-то квестовое и там прочее. О, тебе не следует напрягаться. Не в этом состоянии. Эти ожоги могли тебя убить на месте. Полагаю, должно пройти некоторое время, пока ты остановишься. Ну ладно. О, сундук. Might that be a Wakestone shard? Встречайся, соединиться, образовав камень How пробуждения. lucky we are to have stumbled across one. We ought to keep it Чего? with care, lest we lose it. Чего? Что за камень пробуждения? Сложенный из наполненных чудесной магией осколков камень пробуждения, обладающий чудесной способностью возвращать к жизни мертвых. Не понял, как я его получил. Ну, окей. Кстати бы сложить мои вещи куда-нибудь. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Надо бы вещи собрать. Разные. И положить их в хранилище. At last, the moment I've been waiting for. Allow Ни me to хера они gather там these up. зеленушки собрали. Бьющееся пламя, повелитель грозы, зимняя тропа. Едрить, это ж какие-то эти заклинания. Лол. Повезло, повезло. One can see far to the distance from here. We are alone here, methinks. Охереть. Perhaps we might stop a Я moment and могу find out стрелять more. этой херней. That's just what I was thinking.
И там стрела I появилась. shall not fail you. Shall I assist? Вот бы сейчас увидеть дракона и ёбнуть его. Дождь пошел. Так, оттуда я пришел. Это я помню. Это, скорее всего, дорога в столицу, да? Столица там, наверное, я не знаю. Вот там флаги всякие, вон ворот какие-то. Как чисто стоит оглядеться. А вот реально кого-то увижу. И трахну его арбалетом этим. Нихера он там взрывается. Ничего, реально никого не убивает? Типа никто не прорисован до сих пор? То есть я вот так никого не убью, да? Блин, жалко. Или все-таки есть какая-то система отрисовки? Это не в графике. Такого нету. Блин, типа дальность прорисовки, отрисовки. Вот это вот было бы, если... Вот это было бы круто. А что за поебень творится вот тут вот, я не понимаю. Память видеокарты, почему у меня падает вообще? Что за хуйня? Это я понять не могу. Как это работает? Есть человек, который понимает вот момент? Какого хера FPS низкий?
По идее, мне же все должно летать, как будто бы. Но при этом игра такая говорит, что мне, кажется, не хватает видеопамяти. Как она думает. Какая же все-таки эта игра немного хуевая, вот в этом плане прям сильно экспириенс для портит нахуй. Перезапускать ее. Или мне типа надо обновить драйвера для этой игры, блять, типа отдельно. Что-то мне кажется, что так это. А, мне зрительный контакт до сих пор стоит, оказывается. Я забыл его убрать. Да, драйвер есть какой-то. Так, где Dragon's Dogma? Подробнее. Че он лагает, тормозит? Так. Так. Не, ну у него были такие типа отзывы из разряда оптимизация плохая и тому прочее. Ну, как всегда. Мне и первая не понравилась. А я первую даже не играл. Ну а так не, в целом геймплейная игра прикольная. Но оптимизация, конечно, просто печаль. Моя печаль. Можно вот так поставить. И вот так вот чат. Типа я такой смотрю в чат. О.
Там опять дракона убить и самому превратиться в дракона. Хз. Че, все? Да я вот стараюсь, блин, игру как-то починить. Она почему-то не видит всю память мою. Всю видеопамять, которая есть у видеокарты. Вместо 16 гигабайт она видит всего лишь 7 гигабайт. Какого хуя? Непонятно. И типа, видимо, из-за этого она тормозит. А так, по идее, это, ну, как будто бы, если смотреть по настройкам, сколько она потребляет видеопамяти, типа 6 с чем-то, она, ну, не должна тормозить. По сути, не должна тормозить. Но какого-то хера она все равно умудряется это делать. Все равно умудряется это делать. Попробуем сделать так. Еще. Ну, дайте экспресс-кнопку. Я думаю, ну, типа, стрим не отлетит от этого. Правда же, да? Ну, если что, я перезапущу стрим. Но мне кажется, она может отлететь. Так, если что, держу в курсе. А, кстати же, вот такая игра еще была. Когда она выйдет, непонятно. Господи. Ай. Честно сказать, хочется поиграть в Tomb Raider вообще. Даже как-то супер лень продолжать GTA, если что, марафон даже, честно скажу. Пиздец лень. Я вот как подумаю о том, что придется еще играть в GTA 4 и там прочее. Ну нахуй. Наигрался уже. Ну, как-то хочется такого, чего-нибудь такого приключенческого, что ли. Вот реально больше тянет к Tomb Raider поиграть, что-нибудь такое, нежели чем GTA там. Чуть, ну, правда, так себе. Что-то GTA. Как представляю, что мне снова придется ездить на машине по всему этому. Ну, то есть, я практически бесперерывно играл с первого GTA до 4. Ну, так-то пиздец, я устал.